Приветствую слушателей нашего курса. В этой лекции мы разберем с вами общие принципы решения рациональных и иррациональных уравнений и неравенств, а также основные алгебраические методы их решения. Стоит отметить, что мы запланировали с вами отдельную лекцию, посвященную графическим методам решения уравнений и неравенств. Для начала разберем основные понятия и определения, которые мы будем использовать в этой лекции. Равенство – это алгебраическое выражение, содержащее знак равно. Любое буквенное выражение, содержащее знак равно, называется равенством, вне зависимости от значений, которые могут приобретать данные буквы. Буквы принято называть переменными или неизвестными. Уравнение – это равенство, верное при определенных значениях переменных. Принято выделять алгебраические и трансцендентные уравнения. Алгебраическими называются уравнения вида p от x1, x2 и так далее xn равное нулю, где p это многочлен от переменных x1, x2 и так далее. Выделяют также рациональные и иррациональные уравнения. В случае рациональных уравнений переменная содержится в знаменателе. Если мы говорим об иррациональных уравнениях, то переменная там содержится под знаком радикала. При этом оба этих вида уравнений можно сводить к обычным алгебраическим уравнениям. Трансцендентными называются уравнения, которые не являются алгебраическими. Обычно это уравнения, которые содержат показательные, логарифмические, тригонометрические или обратно тригонометрические функции. Корнем уравнения называется число, которое при подстановке вместо переменной обращает уравнение в справедливое равенство. Решить уравнение – это означает найти множество всех его корней или доказать, что таких нет. При этом на возможные значения переменной могут быть наложены дополнительные условия, например, целочисленность или вещественности и так далее. При этом важно отметить, что в рамках школьной программы мы решаем все уравнения и неравенства на множестве вещественных чисел, если отдельно не оговорено другое. Часто у школьников возникает вопрос, в чем разница между решением уравнения и корнем уравнения. С формальной точки зрения решением уравнения являются его корни, то есть числа, при которых равенство становится справедливым. Однако существует понятие кратности корней, то есть количество одинаковых корней уравнения. Например, уравнение x-2 умноженное на x-2 равное нулю имеет два одинаковых корня, равных 2. И в некоторых случаях в заданиях возникают различные трактовки. В частности, некоторые преподаватели считают, что у данного уравнения одно решение, но при этом два одинаковых корня. Перейдем к следующим определениям. Тождеством называется равенство, верное при любых значениях переменной. Например, равенство 0 умноженное на x равно нулю. Данное равенство справедливо при любых значениях переменной величины, так как любое число, умноженное на 0, всегда равно нулю. Неравенство – это отношение, связывающее два числа или два математических объекта с помощью одного из перечисленных знаков, которые мы можем сгруппировать с вами следующим образом. Это строгие знаки. Первый знак строго меньше, второй знак строго больше. При этом сразу заметим, что неравенство а меньше b и b больше а являются равносильными, то есть знаки больше и меньше являются противоположными. Нестрогие знаки – это больше или равно, меньше или равно. Выделяют абсолютно аналогичные виды неравенств – алгебраические, рациональные, иррациональные, трансцендентные и так далее. При этом решить неравенство означает найти все значения переменной, при которых данное неравенство будет справедливым. При этом решением неравенства может быть как дискретное, так и непрерывное, а в некоторых случаях и пустое множество. Для того, чтобы лучше понимать, о каких множествах идет речь, рекомендуем вам посмотреть видео, посвященное теории множеств. Ссылочка дана в описании к этому видео. Общие принципы решения уравнений и неравенств основаны на тождественных преобразованиях, которые мы можем проделывать с вами одновременно над левой и правой частями данных уравнений или неравенств. При этом тождественными или равносильными называются такие преобразования, которые не меняют множество решений данного уравнения или неравенства, то есть сохраняют его смысл. При этом уравнение или неравенство, которое мы получаем в результате тождественных преобразований, связывают специальным знаком, который принято называть знаком равносильности. Равносильность уравнения имеет свойство транзитивности. Если первое уравнение равносильно второму, а второе уравнение равносильно третьему, то значит первое уравнение также равносильно третьему. Свойством равносильности обладают и неравенства, но только в несколько другом формате. Например, если а больше, чем b, а b больше, чем c, то мы можем сказать, что а больше, чем c. Аналогичное справедливо и для других знаков неравенств. Еще одним важным свойством равносильности уравнения неравенств
является теорема, которая утверждает, что если произведение равно нулю, то это эквивалентно совокупности, в которой каждый сомножитель по отдельности равен нулю. То есть, если у нас задано следующее равенство, скобка x минус 2 умноженное на скобку x минус 3 равно нулю, то это равносильно следующему объединению. Или x минус 2 равно нулю, или x минус 3 равно нулю. Кстати, знак объединения в данном случае трактуется как логическое «или». Это позволяет нам найти два значения переменной, при которых данное равенство будет справедливым. По отношению к алгебраическим выражениям, которые будут содержаться внутри тех или иных уравнений и неравенств, можно использовать равносильные преобразования. В любой части уравнения или неравенства можно привести подобные слагаемые. Также в любой части уравнения или неравенства можно разложить алгебраические выражения на множитель. То есть или вынести общий множитель за скобки, или применить формулу сокращенного умножения, или использовать группировку. Три рассмотренных вида преобразований позволяют нам строить на их основе различные методы решения уравнений и неравенств. Теперь более подробно разберем еще целый ряд тождественных преобразований, которые мы можем производить над уравнениями. К обеим частям уравнения можно прибавить одно и то же число или алгебраическое выражение, не меняющее его смысл. Равно как из обеих частей уравнения можно вычесть одно и то же число или алгебраическое выражение, не меняющее смысл данного уравнения. Например, мы имеем равенство 2х плюс 3 равно 5. Мы можем вычесть из обеих частей равенства число 3. Тогда в левой части уравнения у нас останется 2х, а в правой части просто 2. Если, например, задано уравнение 3х минус 7 равно 5, то мы можем прибавить к обеим частям равенства число 7. Тогда слева мы получим 3х, а справа число 12. Полученные уравнения являются равносильными первоначальным. При этом мы можем прибавлять или вычитать не только числа. Например, если у нас задано выражение 4 плюс 5х равно 3х минус 8, мы можем с вами вычесть из обеих частей равенства выражение 3х. Тогда в левой части мы получим 4 плюс 2х, а в правой число минус 8. Чаще всего учащиеся запоминают эти тождественные преобразования как правило переноса через знак равно, при котором у числа или выражения меняется знак на противоположный. Например, в случае, если у нас записано 2х плюс 3 равно 5, мы говорим, что мы можем перенести число 3 в правую часть, поменяв знак на противоположный. В этом случае мы получим 2х равно 5 минус 3. Выглядит это более компактно, но важно помнить, что это является лишь следствием тождественных преобразований. Но и тут есть свои особенности. Дело в том, что не любые выражения можно прибавлять или вычитать из обеих частей равенства, а только те из них, которые не изменят смысла данного уравнения. О чем же идет речь? Мы имеем уравнение x минус 1 равно нулю. Данное уравнение имеет корень, равный единице. Если мы прибавим к обеим частям равенства выражение корень квадратный минус 5 минус х, которое при x равной единице не имеет смысла, так как под корнем четной степени в этом случае мы будем получать отрицательное число, а на множестве вещественных чисел мы с такими выражениями не работаем, то исходное равенство теряет свой смысл, ввиду того, что полученное уравнение в данном случае не имеет вещественных корней. Но при этом мы можем добавить к обеим частям данного уравнения корень квадратный из 2 минус х. И вновь полученное уравнение будет равносильно первоначальному. У вас может возникнуть вопрос, как же так? Мы ведь добавили выражение, которое справедливо только при х меньше либо равных 2. Почему же такое преобразование по-прежнему считается тождественным? Вот ответ. Если к обеим частям уравнения прибавить или вычесть одно и то же выражение, содержащее переменную и теряющее смысл лишь при значениях переменной, не являющихся корнями уравнения, то мы получим с вами тождественное исходному уравнению. А вот тут начинается самое интересное. Есть ряд преподавателей, которые запрещают своим ученикам переносить из одной части уравнения или неравенства числа или выражения, утверждая, что правило переноса через знак равенства не существует в математике, а есть лишь тождественные преобразования уравнений и неравенств. Но такой подход, как мы рассмотрели выше, загоняет абитуриентов в потенциальную ловушку, в то время как перенос чисел или выражений из одной стороны равенства в другую при обязательной смене знаков не несет за собой критических последствий, которые бы могли привести к потере равносильности уравнений. И с этой точки зрения правило переноса чисел или выражений через знак равно является более безопасным для абитуриентов. Перейдем к следующему виду тождественных преобразований уравнений.
Обе части уравнения можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число или выражение, не меняющее смысл данного уравнения. В обоих случаях мы будем получать с вами равносильные уравнения. Например, мы имеем с вами равенство x, поделенное на 4, равно 7. Мы можем умножить обе части уравнения на число 4. Тогда получим равносильное ему уравнение x равное 28. Например, если мы имеем равенство 3x равно 12, мы можем разделить обе части этого равенства на 3. Тогда получим равносильное ему равенство x равно 4. При умножении или делении уравнения на алгебраические выражения тождественность не всегда сохраняется. То есть полученное уравнение может иметь другой смысл. А именно, мы можем получить посторонние корни или потерять те корни, которые были у исходного уравнения. А в некоторых случаях мы можем получить уравнение, которое не имеет смысла при корнях исходного уравнения. Однако умножение и деление на алгебраические выражения мы все-таки используем, так как это является важнейшим методом решения не только уравнений, но и неравенств. Поэтому давайте более детально рассмотрим потенциальные проблемы, которые могут возникать в случае таких преобразований, так чтобы в дальнейшем их избегать. В этом примере мы можем умножить обе части равенства на алгебраическое выражение 2х минус 3. При этом в левой части 2х минус 3 мы можем сократить и получаем выражение 20х минус 3 равно 7, умноженное на скобку 2х минус 3. Но вот тут очень важной является оговорка, причем она обязательная, что выражение 2х минус 3 не равно нулю. Дело в том, что когда речь идет о числах, все очевидно, но когда речь идет об алгебраических выражениях, данная оговорка является существенной, и она должна присутствовать, чтобы исключить возможность умножения выражения на 0. Теперь затронем вопрос о том, почему обе части уравнения или неравенства нельзя умножать или делить на 0. Проблема умножения на 0 заключается прежде всего в том, что мы как бы обнуляем обе части равенства. То есть умножение на 0 не является тождественным, потому что оно меняет смысл равенства. Например, у нас есть неверное равенство 4 равно 5. Умножив обе части этого равенства на 0, мы превращаем неверное равенство в верное, так как 0 равен 0. В результате смысл равенства был изменен, следовательно, нарушен принцип тождественности. Рассмотрим один из популярных софизмов, связанных с этой проблемой. Пусть у нас есть два различных числа, а и b. При этом допустим а больше, чем b. В этом случае мы можем утверждать, что существует такое число c, что справедливым будет равенство а равно b плюс c. Умножим обе части данного равенства на а минус b. Раскроем скобки и вычтем из обеих частей равенства одно и то же число ac. В левой части вынесем а за скобки, а в правой b за знак скобки. Мы получили с вами одинаковую скобку в левой и правой части уравнения. Поделим обе части этого равенства на выражение а минус b минус c. В результате мы получаем а равно b. То есть любые числа равны. 4 равно 7 или, например, дважды 2 это 5. Понятно, что результат абсурден. Но в чем же проблема? Этот софизм основан на намеренной ошибке, которую мы допустили. Дело в том, что мы делили обе части равенства на выражение а минус b минус c. При этом первоначально мы утверждали, что а равно b плюс c. И если, например, в выражение а минус b минус c вместо а подставить b плюс c, то будет видно, что это выражение равно нулю. И мы с вами произвели деление обеих частей равенства на 0. Именно поэтому при умножении на алгебраические выражения обязательно необходимо оговаривать, что эти выражения не равны нулю. Вот еще один пример. Х минус 3 равно 2. Умножим обе части равенства на х минус 2. Далее перенесем выражение справа в левую часть, поменяв знак. Теперь вынесем общий множитель за знак скобки. Мы получаем скобку х минус 2 и скобку х минус 2 минус 3. То есть произведение х минус 2 на х минус 5. По теореме, которую мы рассмотрели ранее, мы можем утверждать, что или х минус 2 равно нулю, или х минус 5 равно нулю. То есть полученное уравнение имеет два корня. Х равное 2 и х равное 5. В то время как первоначальное уравнение имело только один корень. Х равное 5. А это означает, что действие, которое мы произвели, не является равносильным. И выходом в данном случае являлось бы утверждение, что х минус 2 не должно быть равно нулю. Вот еще одно нетождественное преобразование. Умножим обе части исходного равенства на корень из х минус 7. Мы уже знаем, что корнем исходного уравнения является число 5. Но при х равном 5 полученное уравнение не имеет смысла на множестве вещественных чисел, так как под корнем четной степени мы получаем с вами отрицательное число. Таким образом, лишь умножение или деление обеих частей равенства
на ненулевое число является однозначно тождественным, в то время как при умножении или делении на алгебраическое выражение в каждом случае нужно накладывать дополнительные условия. Следующий важный вид тождественных преобразований – возведение обеих частей равенства в степень. Данный вид преобразований в общем случае является нетождественным. В первой лекции по алгебре мы рассматривали с вами следствие из основной теоремы алгебры, а именно многочлен n степени на множестве комплексных чисел имеет ровно n корней с точностью до кратности. В терминах уравнений мы можем утверждать, что алгебраическое уравнение следующего вида на множестве комплексных чисел также будет иметь n корней с точностью до кратности. Иначе говоря, уравнение первой степени будет иметь 1 корень, квадратное уравнение 2, кубическое 3 и так далее. В таком случае возведение обеих частей в некоторую степень приводит к кратному увеличению количества корней уравнения. Например, равенство x равно 2 имеет 1 корень, который равен 2. Возведем обе части этого равенства в квадрат и получим выражение x квадрат равно 2 в квадрате. Перенесем 2 в квадрате в левую часть равенства, поменяв знак плюс на минус. Мы получили слева формулу разность квадратов, а это две скобки x минус 2 умноженное на x плюс 2. В таком случае мы имеем с вами два корня. Первый x равен 2, второй корень x равно минус 2. Таким образом, возведя обе части в квадрат, мы кратно увеличили количество корней. То есть был 1 корень, а стало 2. Теперь давайте проверим, что будет происходить, если мы возведем обе части равенства в куб. Перенеся 2 в кубе в левую часть, мы имеем с вами формулу разность кубов. Она раскладывается в две скобки. Первая скобка это x минус 2, а вторая скобка неполный квадрат суммы. В прошлой лекции мы показали с вами, что сумма квадратов, равно как неполный квадрат суммы или разности, также раскладывается на множители на множестве комплексных чисел. Для этого необходимо выделить полный квадрат суммы в правой части. Представим 4 в виде суммы 3 плюс 1. Тогда выражение x квадрат плюс 2x плюс 1 является полным квадратом x плюс 1 в квадрате. Для того, чтобы сумма квадратов превратилась в разность квадратов, представим тройку как комплексное число минус корень из 3i в квадрате. В этом случае мы получаем с вами 3 скобки, а следовательно 3 корня, один из которых число вещественное, а два других корня комплексные. То есть при возведении в куб на множестве комплексных чисел количество корней также кратно возросло. Их стало в 3 раза больше. Если вы возведете обе части уравнения в шестую степень, то количество корней на множестве комплексных чисел будет ровно 6. Это вы можете проверить самостоятельно. Но теперь возникает важный вопрос. А увеличивается ли количество вещественных корней при возведении в некоторую степень? И ответ – не всегда. Дело в том, что если мы возводим в четную степень, то количество корней увеличивается в 2 раза. А если мы возводим в нечетную степень, то количество вещественных корней не увеличивается. Ввиду чего мы можем сделать следующее обобщение. При возведении обеих частей равенства в нечетную степень тождественность равенств будет сохраняться на множестве вещественных чисел, но не будет сохраняться, если мы будем возводить обе части в четную степень. Сразу же оговоримся, что на практике нам все-таки приходится возводить обе части уравнений или неравенств в четные степени. Однако, чтобы отсечь посторонние корни, мы будем дополнять данные преобразования особыми условиями. В частности, данная методика будет использоваться при решении иррациональных уравнений и неравенств. Четвертый вид преобразований – это извлечение корня n степени из обеих частей равенства. Так как на множестве вещественных чисел однозначно задан арифметический корень, свойства которого мы рассмотрели с вами в прошлой лекции, то извлечение корней четной степени из обеих частей равенства не является тождественным. Например, при попытке извлечь квадратный корень из обеих частей равенства x плюс 1 в квадрате равно минус единице, мы столкнемся с проблемой извлечения корня четной степени из отрицательного числа, что на множестве вещественных чисел мы не можем произвести. Но при этом мы можем извлекать корень нечетной степени из обеих частей равенства. Например, если в уравнении x плюс 1 в кубе равно минус 8, мы извлечем кубический корень из обеих частей равенства, то получим, что x плюс 1 равно минус 2, и следовательно корнем уравнения будет x равное минус 3. Стоит отметить, что последнее уравнение имело 3 корня на множестве комплексных чисел, но только один из этих корней был вещественным. Именно поэтому извлечение корней нечетной степени не будет приводить к потере вещественных корней. Разберем тождественные преобразования неравенств.
Как и в уравнениях, в неравенствах мы можем прибавлять к обеим частям неравенства или вычитать из обеих частей неравенства одно и то же число или выражение, не меняющее смысл данного неравенства. Так же, как и с уравнениями, когда речь идет о выражениях, которые мы прибавляем или вычитаем, они должны иметь смысл для данного неравенства. Например, у нас есть неравенство x больше 2. Если мы прибавим к обеим частям неравенства выражение корень из 5 минус x, то получаем неравенство, которое при x больше 2 теряет свой смысл. В частности, при значениях больше 5 подкоренные выражения будут отрицательными. А следовательно, полученное неравенство будет иметь совершенно другое множество решений. От 2 не включительно до 5 включительно. И это в то время, как исходное неравенство имело решение на множестве от 2 не включительно до бесконечности. Следовательно, прибавляя то или иное выражение, мы не всегда будем получать равносильное неравенство. Именно поэтому подавляющее большинство преподавателей не рассматривают данное свойство, а предлагают вариант переноса из одной части неравенства в другую, алгебраических выражений или чисел, при обязательной смене знаков. Перейдем к следующему свойству. Умножение или деление на ненулевое число или выражение. И вот тут все неоднозначно. Например, у нас есть верное неравенство 3 больше 2. Если мы умножим обе части этого неравенства, например, на 5, то получим, что 15 больше 10. И это неравенство по-прежнему справедливо. Если мы умножим обе части неравенства на 1/10, то получим, что 3 больше 2. И это также справедливое неравенство. Следовательно, при умножении на положительные числа мы получаем равносильные неравенства. Но вот если мы умножим обе части исходного неравенства, например, на минус 5, то мы получим неравенство минус 15 больше минус 10. А так как минус 15 меньше, чем минус 10, мы получили с вами несправедливое неравенство. И данную проблему мы разрешаем следующим образом. Если мы умножаем или делим обе части неравенства на отрицательное число, то нам необходимо поменять знак неравенства на противоположный. Ну и говоря о возведении в n-ную степень обеих частей неравенства или извлечении корней n-ной степени из неравенства, мы сталкиваемся с теми же проблемами, которые были в уравнениях. А именно, возведение в нечетную степень или извлечение корней нечетной степени из обеих частей неравенства мы будем считать равносильным. Неравенство обладает и другими свойствами. Давайте рассмотрим их. Одноименные неравенства можно складывать. Если, например, а больше b, а c больше d, то неравенство, получающееся суммированием, а именно а плюс c, будет всегда больше, чем b плюс d. Следующее свойство. Неравенство с противоположными знаками можно аналогично, почленно вычитать. Например, если а больше b, а c меньше d, то а минус c будет больше, чем b минус d. Если все 4 части двух неравенств положительны, то неравенство можно перемножить. Например, если а больше b, а c больше d, то произведение АС будет больше, чем произведение БД. Четвертое свойство. Если обе части неравенства положительны, то их можно возвести в одну и ту же натуральную степень. Например, если а больше b, то а в степени n будет точно больше, чем b в степени n. Ну и теперь давайте обобщим все свойства в одной таблице. В первой строке мы говорим о прибавлении к обеим частям уравнения или неравенства числа. В обоих случаях, как для уравнения, так и неравенств, эта операция является тождественной. Если мы прибавляем выражение, в этом случае, как для уравнений, так и для неравенств, процедура будет тождественной, если добавляемое выражение не меняет смысла. При вычитании числа преобразование является тождественным как для уравнений, так и для неравенств. Рассматривая умножение на число, мы можем однозначно сказать, что в случае уравнений данная процедура будет тождественна, если число не было равно нулю. А в случае неравенств тождественность будет сохраняться только если мы говорим о положительных числах. Напомню, что при умножении на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный. Абсолютно аналогичная ситуация с делением. Ну и в последних двух строчках речь идет о возведении в n-ную степень и извлечении корня. На множестве вещественных чисел обе эти операции мы будем считать тождественными, если речь будет идти о нечетных показателях степеней и корней. В последующих разделах мы будем рассматривать с вами методы решения различных видов уравнений и неравенств. И при этом будем нередко возвращаться к тем теоретическим аспектам, которые мы рассмотрели в данном разделе. Для начала рассмотрим общий вид линейного уравнения и его свойства. Линейным уравнением называется уравнение, которое имеет следующий вид. ax плюс b равно нулю.
или любое другое уравнение, которое будет приводиться к данному виду. При этом а это числовой коэффициент перед переменной, b это свободный коэффициент или свободный член, x это собственно сама переменная. Нередко у школьников возникает вопрос, почему данный вид уравнения называется линейным? Ответ прост. График линейной функции y равно ax плюс b представляет из себя прямую линию. Более подробно о графической интерпретации линейных уравнений мы будем говорить с вами в отдельной лекции, которая будет посвящена графическим методам решения уравнений и неравенств. Теперь разберем общую методику решения линейных уравнений. Первое. Избавление от знаменателя. При наличии рациональных чисел в уравнении желательно избавиться от знаменателей. Для этого обе части уравнения мы умножаем на общий знаменатель всех дробей, которые входят в данное уравнение. Второе. Раскрытие скобок. При наличии скобок необходимо с использованием дистрибутивного закона арифметики и правил знаков осуществить раскрытие скобок. Третий пункт. Это перегруппировка известных и неизвестных. Как правило, неизвестные переносят влево, известные вправо. Но это не является жестким требованием. В некоторых случаях вы можете оставлять неизвестные с правой стороны, а известные в левой части. При этом мы используем либо методику переноса, когда перед числами или неизвестными меняются знаки, либо методику прибавления или вычитания одинаковых выражений или чисел с одной и с другой стороны равенства. В результате подобных действий мы получаем уравнение вида ax равно b. Далее мы осуществляем следующее действие. Если числовой коэффициент перед переменной не равен нулю, то мы делим обе части уравнения на данный коэффициент, в результате чего находим единственный корень данного уравнения, который будет равен b поделенное на a. Отдельно остановимся на четвертом пункте. Мы сказали, что если коэффициент перед неизвестной не равен нулю, то мы можем найти единственное решение. Но вопрос стоит следующим образом. А что если этот коэффициент равен нулю? В данном случае возможны два варианта. Рассмотрим их. Итак, мы имеем уравнение вида ax равно минус b, в котором a равно нулю. В этом случае мы видим, что левая часть равенства обращается в ноль. Тогда, если в правой части число также равно нулю, то мы будем получать справедливое равенство. 0x равно нулю. В этом равенстве x может принимать любое значение, при этом равенство будет оставаться справедливым. Таким образом, если a и b равны нулю одновременно, уравнение имеет бесконечное множество решений. Если в правой части число не равно нулю, то какое бы число мы ни выбирали в качестве x, левая часть по-прежнему будет равна нулю. И она не будет равна правой. То есть мы не сможем с вами найти такое число x, при котором данное равенство будет справедливым. Поэтому в этом случае уравнение не имеет решений. Более корректным является следующая формулировка, что множество решений уравнения пусто. И записывается это следующим образом. X принадлежит пустому множеству. Резюмируя вышеизложенное, мы получаем с вами три варианта решения линейных уравнений. Первое. Если a не равно нулю, уравнение имеет единственный корень. Если a и b равны нулю, решением уравнения является любое число. С учетом того, что мы решаем уравнение на множестве вещественных чисел, мы можем написать, что x принадлежит r. Если a равно нулю, но при этом b не равно нулю, то уравнение не имеет решения. И в ответе можно записать, что x принадлежит пустому множеству. Рассмотрим методы решения различных линейных уравнений. Нам необходимо решить уравнение 3х поделенное на 5 равно 5,2. Первое, что необходимо сделать, это перевести смешанную дробь в неправильную. Для этого умножим 5 на 5 и прибавим двойку. Мы получаем с правой стороны 27 пятых. Теперь умножим обе части уравнения на 5, для того, чтобы избавиться от общего знаменателя. В результате получаем 3х равно 27. Так как коэффициент перед х не равен нулю, мы можем с вами поделить обе части уравнения на 3. В результате мы получаем ответ х равно 9. В данном случае у нас отсутствуют знаменатели, поэтому нет необходимости умножать обе части уравнения на общий знаменатель. Мы можем сразу перейти к следующему этапу, а именно собрать переменные в левой части, а известные в правой. Для этого двойка из левой части переносится в правую, переходя через знак равно, меняется знак перед этим числом. В левой части у двойки стоял плюс, перенеся ее в правую, мы меняем знак, получаем минус 2. Аналогично поступаем с 7х. Перенося это выражение из правой части в левую, мы меняем знак, то есть получаем 5х минус 7х. Теперь приведем подобные. В левой части мы получаем минус 2х, в правой части минус 8. Для того, чтобы найти корень линейного уравнения, необходимо поделить на коэффициент перед х. В данном случае мы будем делить обе части уравнения на минус 2. В результате получаем ответ х равно 4.
В данном примере нам необходимо избавиться от общего знаменателя. Для этого умножим обе части уравнения на 7. Когда мы умножаем обе части на 7, это означает, что мы будем умножать каждое слагаемое в этом уравнении на 7. В случае умножения 5 седьмых на 7 мы можем сократить семерки в числителе и в знаменателе. Аналогично поступим в правой части с 1 седьмой. А вот двойку и семерку необходимо будет умножить на 7. В результате мы получаем 5х плюс 14 равно х минус 49. Перенесем переменные в левую часть, а числа в правую, при этом изменив знаки. Тогда в левой части мы получаем 5х минус х, в правой части минус 49 минус 14. В результате получаем 4х равно минус 63. Теперь поделим обе части уравнения на коэффициент, стоящий перед х. Это четверка. В результате получаем ответ минус 63 четвертых. Можно выделить целую часть и написать, что это будет минус 15,3 четвертых. Ответ также можно записать и в десятичных дробях. Это будет минус 15,75. В данном примере нам необходимо раскрыть скобки. При этом мы будем использовать дистрибутивный закон арифметики. В первом случае мы умножаем двойку на х и на плюс 2. Получаем 2х плюс 4. Далее очень важная процедура. Мы умножаем минус 3 на х и на минус 1. При умножении минус 3 на х мы получаем минус 3х. При умножении минус 3 на минус единицу, минус на минус дает нам знак плюс. Мы получаем плюс 3. Далее четверка умножается на х и четверка умножается на минус 2. Мы получаем 4х минус 8. Теперь 4х из правой части мы можем перенести в левую, изменив знак. Тогда в левой части мы получим 2х минус 3х минус 4х. А четверку и тройку, находящиеся в левой части, мы можем перенести в правую, также поменяв знаки. Тогда справа мы получаем минус 8, минус 5, минус 4 и минус 3. После приведения подобных получаем минус 5х равно минус 20. Делим обе части уравнения на коэффициент перед х, на минус 5. Результатом является число 4. В этом примере нам для начала необходимо определить общий знаменатель. Так как числа 5 и 7 являются взаимно простыми, то общим знаменателем будет число 35. Умножим обе части уравнения на 35. В данном случае мы умножаем на 35 не только две дроби, но и отдельно стоящий х и минус 7. Далее мы можем сократить 35 и 7 и 35 и 5. Затем раскроем скобки, используя дистрибутивный закон арифметики. В результате мы получаем 25х минус 5 плюс 35х, и равно это будет 28х минус 14 минус 245. Группируем неизвестные в левой части, а числа в правой. 28х из правой части переходит в левую со знаком минус, минус 5 переходит в правую часть со знаком плюс. После приведения подобных мы получаем 32х равно минус 254. Поделим обе части на коэффициент перед х, то есть на 32. Мы можем сократить с вами на 2 числитель и знаменатель. В результате получаем минус 7,15. Как и в предыдущем примере, общим знаменателем является число 35. Мы можем умножить обе части на 35. После сокращения нам необходимо раскрыть скобки. Далее группируем иксы в левой части, числа в правой. В результате 21х из правой части переходит в левую со знаком минус, а минус 35 из левой части переходит в правую со знаком плюс. В результате мы получили минус 11х равно нулю. Нам необходимо поделить обе части уравнения на коэффициент перед х. В данном случае это число минус 11. Если в левой части у нас остается х, то в правой части 0, поделенное на любое число, по-прежнему останется нулем. То есть в нашем случае результат это 0. Решение данного примера мы начинаем с раскрытия скобок. Далее переносим иксы в левую часть, числа в правую часть. Таким образом, в левой части у нас 3х минус 2х и минус х. В правой части минус 4 плюс 6 минус 2. После приведения подобных мы получаем 0 умноженное на х равно нулю. В данном случае х может принимать любое значение, и при этом равенство будет справедливым. Следовательно, в качестве ответа мы можем сказать, что это уравнение имеет бесконечное множество решений, то есть х принадлежит множеству вещественных чисел. Как и в предыдущем случае, раскроем скобки, перенесем иксы в левую часть, а числа в правую. При этом в левой части у нас остается 0 умноженное на х, а в правой части мы получили 7. Видно, что каким бы ни было значение х, левая часть по-прежнему будет равна нулю. А следовательно, нет таких значений х, при которых данное равенство будет справедливым. Следовательно, в ответе мы можем написать, что множество решений уравнения пусто.
В рамках школьной программы в основном рассматриваются системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Реже встречаются системы из трех уравнений с тремя неизвестными, но и уж совсем редко системы из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. При этом рассматриваются два базовых метода решения. Это метод подстановки и метод алгебраического сложения. Стоит также отметить, что в системе высшего образования вы будете продолжать изучать методы решения систем линейных уравнений. В частности, такие методы, как метод Крамера, матричный метод и метод Гаусса. При этом основным методом считают метод Гаусса, который идеологически очень сильно похож на метод алгебраического сложения. Поэтому, несмотря на то, что мы будем рассматривать с вами два метода, в дальнейшем мы будем использовать в основном только метод алгебраического сложения. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению самих методов решения систем линейных уравнений, давайте рассмотрим общий вид системы линейных уравнений и возможные варианты их решения. На данном слайде вы видите общий вид системы линейных уравнений с двумя неизвестными. При решении систем линейных уравнений возможны три ситуации. Первое. Если отношение коэффициентов перед иксами не равно отношению коэффициентов перед игреками, то в этом случае система уравнения будет иметь единственное решение. Если отношение коэффициентов перед иксами будет равно отношению коэффициентов перед игреками и также будет равно отношению свободных коэффициентов, то такая система линейных уравнений будет иметь бесконечное множество решений. Ну и наконец третий случай. Если отношения коэффициентов перед иксами и перед игреками совпадают, но эти отношения не равны отношению свободных коэффициентов. В такой ситуации система линейных уравнений не будет иметь решений. При рассмотрении примеров мы постараемся более детально остановиться на этих ситуациях. Кроме того, перед началом решения систем линейных уравнений мы всегда рекомендуем внимательно посмотреть на отношения коэффициентов перед иксами, игреками и свободными коэффициентами, так как это позволит заранее предугадать возможные варианты решения данной системы. Рассмотрение методов решения систем линейных уравнений мы начнем с метода подстановки. Его алгоритм основан на 5 основных этапах. Первое. Из одного уравнения выражают одну из переменных. Например, x выражают через y. Можно наоборот. На втором этапе подставляют полученное выражение во второе уравнение, вместо выраженной в первом этапе переменной. Например, вместо x подставляют выражение от y. На третьем этапе решают полученное линейное уравнение с одной неизвестной и находят значение этой переменной. Например, в нашем случае это может быть y. На четвертом этапе подставляем найденное значение переменной, например y, в любое уравнение исходной системы и находим значение первой переменной, то есть в нашем случае переменной x. Ну и на последнем этапе в ответ записываем две переменные в скобках через точку с запятой. Вначале пишут значение переменной x, затем значение переменной y. Нам необходимо решить систему уравнений. Давайте выпишем первое уравнение и выразим переменную x через y. Для этого перенесем минус 3y в правую сторону. При этом поменяем знак перед тройкой. Получим 2x равно 5 плюс 3y. Теперь мы можем поделить обе части этого уравнения на 2, то есть на коэффициент перед x. Получим, что x равен следующей дроби, числители которой 5 плюс 3y, а в знаменателе 2. Так как мы выражали переменную x из первого уравнения, нам необходимо подставить данное значение во второе уравнение вместо переменной x. В этом случае мы получим уравнение 3 умноженное на дробь 5 плюс 3y поделенное на 2 плюс 5y и равно минус 2. Для того, чтобы избавиться от знаменателя, давайте умножим обе части уравнения на 2. В результате получим уравнение, в котором необходимо раскрыть скобки и сгруппировать y в левой части, а числа в правой. Таким образом мы получаем 19y равно минус 19. Если разделить обе части на коэффициент перед y, то есть на 19, то мы найдем значение второй переменной. Y равно минус единица. Далее мы можем выбрать любое из двух исходных уравнений. Выберем первое и вместо y подставим его числовое значение, то есть минус единицу. Тогда мы получаем уравнение 2х плюс 3 равно 5. Перенесем тройку в правую часть уравнения. Получим, что 2х равно 2. Поделив обе части уравнения на 2, мы находим значение первой переменной. Х равен единице. Ну и результат в этом случае записывается в скобках, где первое место занимает переменная x, а второе переменная y. То есть в скобках будет записано 1, точка запятой, минус 1. Теперь рассмотрим алгоритм решения методом алгебраического сложения. Он также состоит из 5 этапов. Мы умножаем обе части либо обоих, либо одного уравнения на такие числа, чтобы перед одноименной переменной получить противоположные числа.
то есть одинаковые числа с противоположным знаком. На втором этапе мы складываем левые и правые части полученных уравнений, в результате чего переменная с противоположными коэффициентами сокращается. На третьем этапе мы решаем полученное линейное уравнение с одной неизвестной и находим значение этой переменной. На четвертом этапе мы подставляем найденное значение переменной в любое уравнение системы и находим значение другой переменной. В конечном итоге мы записываем ответ в круглых скобках через точку с запятой. Рассмотрим ту же самую систему уравнений. Обратите внимание, перед переменной y мы уже имеем разные знаки. В первом случае это минус 3y, во втором случае это 5y. Мы можем умножить первое уравнение на 5, а второе на 3. Для того, чтобы получить перед y, то есть перед одноименной переменной, одинаковые числовые коэффициенты с разным знаком. То есть при умножении минус 3 на 5 мы получим минус 15, а при умножении 5 на 3 мы получим плюс 15. Важно помнить, что мы умножаем на 5 и на 3 все уравнение, то есть каждый числовой коэффициент в этих уравнениях. В первом случае мы получаем 10х минус 15y равно 25. Во втором случае мы получаем 9х плюс 15y минус 6. Теперь при сложении сокращаются минус 15y. 10х плюс 9х дают нам 19х. А в правой части из 25 мы вычитаем 6, получаем 19. Поделив обе части полученного уравнения на 19, мы находим значение переменной x. Оно равно единице. Далее выписываем первое уравнение и вместо х подставляем единицу. Переносим двойку в правую часть, заменяя знак плюс на знак минус. Получаем минус 3y равно 3. Поделив обе части уравнения на минус 3, получаем результат y равно минус единице. То есть наш ответ 1 минус 1. В данном примере, прежде чем приступить к решению, давайте обратим внимание на отношение коэффициентов перед иксами, y и свободными коэффициентами. Отношение коэффициентов перед иксами равно 2/5. Отношение коэффициентов перед y это 4/10. Если мы сократим 4 и 10 на 2, то тоже получим отношение 2/5. Отношение свободных коэффициентов это 6 поделенное на 15. Если сократить данную дробь на 3, мы также получим с вами 2/5. Отношения коэффициентов перед иксами и перед y равны между собой. И также равны отношению свободных коэффициентов. А это означает, что данная система будет иметь бесконечное множество решений. Но давайте попробуем решить ее методом алгебраического сложения. Например, в данном случае мы хотим избавиться от иксов. Для этого нам необходимо получить перед иксами одинаковые числовые коэффициенты с противоположными знаками. В этом случае первое уравнение мы умножим на минус 5, а второе на 2. Тогда первое уравнение это минус 10х минус 20y равно минус 30. А второе уравнение это 10х плюс 20y равно 30. После сложения мы получаем 0 равно 0. То есть в данном случае мы получили справедливое равенство. И это равенство не зависит ни от x, ни от y. А это означает, что x и y могут принимать любые значения. То есть данная система имеет бесконечное множество решений. И как правило в этом случае мы можем сказать, что пара x-y принадлежит множеству вещественных чисел. Отдельно остановимся на том, что это означает. Некоторые школьники считают, что можно выбрать любые значения для x и y, и это будет решение. То есть, например, можно выбрать пару x равно единице, а y равно 2. Но в этом случае при подстановке единицы и двойки в первое уравнение мы получим равенство 2 плюс 8 равно 6. Тогда встает очень важный вопрос, как определить нужный нам набор решений данной системы. Ведь мы не просто утверждаем, что данная система имеет решение. Мы утверждаем, что она имеет бесконечное множество решений. Так вот, мы можем с вами взять первое уравнение и по нему составить алгоритм получения пар x, y, которые будут решениями данной системы. Поделим обе части этого уравнения на 2, а затем 2y перенесем в правую часть уравнения, изменив знак плюс на знак минус. В результате мы получаем, что x равен 3 минус 2y. Теперь мы можем выбирать с вами любое значение для y, а вот x мы можем вычислять по полученной формуле. То есть если y равно 2, то тогда x будет равен минус единице. Если y равен единице, то тогда x будет равен единице. И так далее. В данной системе отношения коэффициентов перед x и y совпадают и равны 3/5. А вот отношение свободных коэффициентов равно 4/5. Следовательно, данная система не имеет решений. Проверим это, решив ее методом алгебраического сложения. Получим одинаковые числа с противоположными знаками перед иксами. Для этого умножим первое уравнение на минус 5, а второе на 3.
сложим полученные уравнения системы и получаем 0 равно минус 15. Мы получили с вами несправедливое равенство. И это равенство не зависит ни от x, ни от y. Это означает, что какие бы значения мы ни взяли для x и y, данное равенство будет несправедливо. В данном примере x и y расположены в непривычном варианте. Как правило, мы рекомендуем, чтобы x находились в начале, а y после. Первое, с чего стоит начать, это поменять местами x и y в первом уравнении. Мы получим уравнение минус 3x плюс y равно минус 5. Теперь наиболее простым является умножение первого уравнения на минус 2. Тогда перед y мы получим с вами одинаковые числа с противоположным знаком. После умножения мы получили 6x минус 2y равно 10. Сложив оба уравнения, мы получаем выражение 11x равно 33. Поделив обе части на коэффициент перед x, то есть на 11, мы находим значение x, оно равно 3. Мы можем подставить это значение в первое уравнение системы и определяем значение y, оно равно 4. Следовательно, ответом является пара 3, 4. В данном случае мы имеем систему из трех уравнений с тремя неизвестными. Решать эту систему мы будем также методом алгебраического сложения. Но для начала нам необходимо будет избавиться от одной из переменных. Наиболее оптимальным избавиться от иксов. Для этого мы умножим первое и второе уравнение системы на минус 2. Обратите внимание, теперь перед иксами в первых двух уравнениях числовой коэффициент равен минус 2, а в третьем уравнении он равен 2. Мы можем сложить первое и третье уравнение, а также второе и третье уравнение. В обоих случаях иксы сократятся, и мы получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными. В первом случае это минус y минус 3z равно минус 15, во втором случае это минус 3y минус z равно минус 13. Теперь избавимся от y. Для этого умножим первое уравнение новой системы на минус 3. Далее сложим полученные уравнения и получим выражение 8z равно 32. Поделив обе части на 8, мы находим значение третьей переменной z равно 4. Теперь в предыдущей системе мы можем выписать, например, второе уравнение. Минус 3y минус z равно минус 13. Подставим вместо z четверку, и тогда y будет равен 3. Ну и теперь, зная, чему равны y и z, мы можем выписать первое уравнение исходной системы, подставив вместо y и z найденные значения. В результате преобразования мы находим, что x равен 2. Таким образом, решение нашей системы – это тройка чисел 2, 3, 4. Перейдем к следующему разделу. Этот раздел посвящен линейным неравенствам. Начнем с определения. Числовое неравенство – это выражение, которое содержит вещественные числа, соединенные знаками неравенства. Все знаки неравенства мы можем распределить в две группы – строгие и нестрогие. К строгим относятся такие знаки, как строго больше, строго меньше. В этом случае на числовой оси отмечается незакрашенная точка, а в ответе полученное число заключают в круглые скобки. Вторая группа – это нестрогие знаки. Это знаки больше или равно, меньше или равно. При этом на числовой оси ставится закрашенная точка, а ответ записывается в квадратной скобке. Например, данное выражение читается следующим образом. А строго меньше, чем b. Или, например, в следующем выражении мы говорим, что а больше или равно числа b. Линейными неравенствами называют выражения, левая и правая части которых содержат многочлены первого порядка, соединенные между собой знаком неравенства. При решении линейных неравенств используют те же самые методы, что и при решении линейных уравнений, но с учетом свойств числовых неравенств. Стоит также напомнить, что при умножении или делении обеих частей неравенства на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный. Рассмотрим варианты решения линейных неравенств. В данном случае мы сгруппируем иксы в левой части, а числа в правой. Для этого минус 3 мы перенесем в правую часть, поменяв знак минус на плюс, а x из правой части в левую, поменяв знак плюс на минус. Тогда после приведения подобных мы получаем следующее выражение. X строго больше 5. На числовой оси мы можем обозначить незакрашенную точку 5. Далее, для того, чтобы понять, какая область нас интересует, мы можем добавить к знаку неравенства дополнительную линию. Она превратит данный знак в стрелочку. И далее в направлении этой стрелки мы выбираем необходимую нам область. В ответе нам необходимо указать непрерывное множество. И это множество от 5 не включительно до плюс бесконечности. В данном случае мы поступим аналогичным образом. X перенесем влево, а минус 2 вправо, поменяв знаки.
После приведения подобных мы получаем выражение 5х строго меньше 10. Нам необходимо поделить обе части полученного неравенства на 5. Число 5 – положительное число, поэтому при делении знак неравенства не будет меняться. В результате мы получаем х строго меньше 2. На числовой оси мы отмечаем незакрашенную точку, это точка 2. Далее, добавив дополнительную линию, мы видим, что получаем стрелочку, направление которой влево. То есть нас интересует множество значений от минус бесконечности до 2 не включительно. То есть скобка в данном случае у двоечки стоит круглая. В этом примере нам необходимо также перенести иксы влево, а числа вправо. Тогда в левой части мы получаем минус 3х меньше или равно 6. Нам необходимо поделить обе части неравенства на коэффициент перед х. И этот коэффициент отрицательное число минус 3. Так как мы будем делить на отрицательное число, необходимо будет поменять знак неравенства на противоположный. То есть вместо знака меньше или равно мы получим знак больше или равно. В результате мы получили х больше или равно минус 2. На числовой оси мы отмечаем закрашенную точку, так как знак неравенства был не строгий, и отмечаем область справа от этой точки. В ответе мы записываем множество от минус 2 включительно до плюс бесконечности. Обратите внимание, что бесконечность всегда заключается в круглую скобку. Так как это абстрактное понятие, а не конкретное число, скобка не может быть в данном случае квадратной. Более подробно мы это разбирали в первой нашей лекции, посвященной теории множеств. Рассмотрим еще один пример. В данном случае нам необходимо раскрыть скобки. После раскрытия скобок перенесем иксы в левую часть, а числа в правую. В данном случае мы получаем следующее неравенство. 0 строго больше минус 20. Давайте проанализируем данное неравенство. Мы понимаем, что 0 действительно больше, чем минус 20. При этом данное неравенство не содержит иксов. А это означает, что оно будет справедливым при любых значениях x. То есть решением данного неравенства является множество всех вещественных чисел. Мы можем записать это следующим образом. X принадлежит R с особым начертанием. Рассмотрим последний пример в этой теме. Раскрыв скобки, перенесем иксы влево, а числа вправо. После приведения подобных мы получаем неравенство. 0 меньше либо равен минус единице. 0 не равен минус единице. Более того, 0 не является числом меньшим, чем минус единица. Следовательно, данное неравенство несправедливо, и при этом оно не зависит от переменной x. Это означает, что мы не сможем найти таких значений x, при которых данное неравенство станет справедливым. Поэтому в данном случае множество решений пусто, и записывается это как x принадлежит пустому множеству. Перейдем к рассмотрению систем линейных неравенств. Системой линейных неравенств называется пересечение нескольких линейных неравенств. То есть при решении системы неравенств решают отдельно каждое неравенство, которое входит в систему. А затем на числовой оси находят область пересечения данных решений. И это пересечение является множеством решений данной системы. Для начала разберем базовые системы линейных неравенств, для того чтобы понять, какие варианты решений могут возникать. В данной системе два неравенства. Х строго больше 2 и х меньше или равен 5. Точку 2 на числовой оси расположим левее, и эта точка будет не закрашенной. Точку 5 расположим правее, и эта точка будет закрашена, так как знак не строгий, меньше или равно. Теперь отметим интересующие нас область. Первое неравенство говорит, что х больше 2, то есть нас интересует область от 2 до плюс бесконечности, то есть область, находящаяся справа. Второе неравенство утверждает, что х меньше или равен 5, то есть нас интересует область от пятерки до минус бесконечности. Заштрихуем обе области. Видно, что у нас есть пересечение, то есть некоторое множество, которое одновременно удовлетворяет как первому, так и второму неравенству. Это множество от 2 не включительно до 5 включительно. Второй пример. В данном случае х строго больше 5, а второе неравенство х меньше или равно 2. Точку 5 мы в данном случае не закрашиваем, так как знак неравенства строгий. Точку 2 закрашиваем, так как знак неравенства у двойки был не строгим. Х больше 5 означает, что нас интересует область от 5 вправо, то есть от 5 до плюс бесконечности. Второе неравенство говорит нам о том, что нас интересует область от 2 включительно до минус бесконечности, то есть область от 2 влево до минус бесконечности. В данном случае мы видим, что никаких пересечений нет, то есть нет некого интервала, в котором одновременно присутствовало бы решение как первого, так и второго неравенства. А это означает, что данная система имеет пустое множество решений. Третий вариант.
В первом неравенстве утверждается, что x строго больше 5, во втором x меньше или равен 5. Проблема здесь заключается в том, что в обоих неравенствах присутствует одна и та же точка. Точка 5. С одной стороны мы ее должны оставить проколотой, то есть не закрашенной. С другой стороны мы ее должны закрасить. Мы можем поступить следующим образом. Закрасить ее наполовину. Как правило, я называю такие точки инь и янь. Первое неравенство утверждает, что множество решений, которые нас интересуют, находится справа. Второе неравенство утверждает, что нас интересует область слева от этой точки. Видно, что сами области не пересекаются, однако встает вопрос относительно точки 5. В первом случае точка 5 не включена в решение, а во втором случае включена. Как вы понимаете, пятерка не может являться общим решением для обоих неравенств. Поэтому в данном случае система не будет иметь решения. Но обычно мы рекомендуем запомнить, что точка инь и янь никогда не входит в решение. Четвертый пример. В данном случае у нас тоже только одна точка. Это точка 5. Знаки неравенств не строгие, то есть точка 5 в обоих случаях включена. Первое неравенство показывает, что нас интересует интервал справа. Второе неравенство показывает, что нас интересует интервал слева. Между ними нет ничего общего, кроме точки 5. Поэтому в данном случае решением системы неравенств будет одно число, и это число 5. Если x будет равен 5, то и первое, и второе неравенство одновременно будут справедливыми. Пятый пример. В обоих неравенствах также присутствует точка 5. В одном случае она должна быть проколотой, в другом случае закрашенной. Это та самая точка инь и янь. Оба неравенства показывают, что нас интересует область от точки 5 до плюс бесконечности. Эти области пересекаются, и результатом этого пересечения будет ответ от 5 не включительно до плюс бесконечности. Ну и рекомендация здесь следующая. Если мы имеем точку инь и янь, то скобка в ответе всегда будет круглой. Однако важно понять и сам принцип. Число 5 является решением во втором неравенстве, но оно не является решением в первом. То есть если вы вместо x подставите пятерку в первое неравенство, то это неравенство будет несправедливым, так как 5 не больше, чем 5. Но если поставить пятерку во второе неравенство, то оно будет справедливым. Да, действительно, 5 не больше, чем 5, но 5 равно 5, и поэтому второе неравенство является справедливым. Так как нас интересуют только те значения x, при которых оба неравенства являются справедливым, число 5 нас не устраивает. Именно поэтому в ответе мы поставим круглую скобку, указывающую на то, что число 5 не включено во множество решений. Теперь рассмотрим несколько стандартных систем. В данном случае и в первом, и во втором неравенстве мы сгруппируем иксы в левой части неравенства, а числа в правой. В первом случае x из правой стороны перенесем в левую, минус единицу, слева направо. Во втором неравенстве 2х переносим влево, а минус двойку вправо. При этом меняем знаки перед коэффициентами. Приведя подобное, мы получаем систему, где первое неравенство x строго больше 3, а второе неравенство x меньше или равно 7. Тройку на числовой оси не закрашиваем и размещаем левее. Семерку размещаем правее и закрашиваем, так как знак неравенства был не строгий. Первое неравенство утверждает, что нас интересует область от 3 не включительно до плюс бесконечности. А второе неравенство утверждает, что нас интересует область от 7 включительно до минус бесконечности. Мы видим, что есть общая область, область пересечения двух неравенств. Это область от 3 не включительно до 7 включительно. Еще одна система. Также перенесем иксы в левую часть, а числа в правую. При этом не забываем менять знаки перед числовыми коэффициентами. После приведения подобных мы получаем следующее неравенство. 2х больше или равно 8, и второе неравенство минус х строго меньше 7. В обоих случаях нам необходимо поделить неравенство на числовой коэффициент, находящийся перед х. В первом неравенстве мы делим на 2. Это число положительное, и поэтому знак неравенства меняться не будет. Во втором случае нам необходимо делить на минус единицу. И так как мы делим на отрицательное число, то знак неравенства нужно поменять на противоположный. То есть знак строго меньше должен превратиться в знак строго больше. Таким образом мы получили систему x больше или равно 4, и x строго больше минус 7. Точка минус 7 на числовой оси располагается левее, и она не закрашивается. Точка 4 располагается правее, и она закрашивается. В обоих случаях нас интересует область справа от этих точек. Так как решением системы является пересечение, то в нашем случае ответ от 4 включительно до плюс бесконечности. Еще одна система неравенств. В данном случае начнем с раскрытия скобок. При этом важно не забывать, что при раскрытии скобок нужно учитывать, что если перед скобкой стоит отрицательное число, то знаки чисел в скобках будут изменены.
Например, в первом неравенстве, когда мы раскрываем скобки, минус 2 умножается на х, мы получаем минус 2х, и минус 2 умноженное на 5 дает нам минус 10. А во втором случае, когда минус 3 умножается на скобку 2 минус х, мы также меняем знаки и получаем минус 6 плюс 3х. Теперь сгруппируем иксы в левой части, а числа в правой. При этом при переносе обязательно меняем знаки перед числовыми коэффициентами. После приведения подобных мы получили два неравенства. Первое из них 0 строго больше минус 2, второе минус 2х меньше или равно 4. Проанализируем первое неравенство. Оно утверждает, что 0 строго больше минус 2. И это справедливое утверждение. При этом это утверждение не зависит от переменной x. А это означает, что данное неравенство будет справедливым при любых значениях x. То есть первое неравенство имеет решение, x принадлежит множеству вещественных чисел. Во втором неравенстве нам необходимо поделить обе части неравенства на минус 2, то есть на коэффициент перед x. Так как мы делим на отрицательное число, то знак неравенства нужно поменять на противоположное. В результате мы получаем x больше или равно минус 2. Отметим решение на числовой оси. Первое неравенство утверждает, что нас интересует вся числовая ось, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Вот второе неравенство утверждает, что нас интересует область от минус 2 включительно до плюс бесконечности. Так как решением системы является пересечение, то в данном случае понятно, что решением является множество от минус 2 включительно до плюс бесконечности. Рассмотрим еще одну систему неравенств. Но в данном случае эта система будет содержать три неравенства. При этом принцип решения не будет меняться. В первом неравенстве мы раскроем скобки. Далее во всех трех неравенствах мы сгруппируем иксы в левой части, а числа в правой. В результате получаем следующую систему. 3х строго больше минус 3, 2х строго меньше 12 и третье неравенство минус х меньше или равно минус 5. В первом неравенстве мы делим обе части на 3, это число положительное, поэтому знак неравенства не будет меняться. Во втором неравенстве мы делим обе части на 2, это число положительное, поэтому знак неравенства также не меняется. А вот в третьем неравенстве мы будем делить на минус единицу. Это число отрицательное, поэтому знак неравенства мы поменяем на противоположный. В результате мы получаем систему x строго больше минус 1, x строго меньше 6 и x больше или равен 5. На числовой оси обозначим три точки. Минус 1 не закрашена, точка 5 закрашенная и точка 6 не закрашена. Теперь отметим три интервала, которые нас интересуют. Это интервал от минус единицы до плюс бесконечности, от 5 включительно до плюс бесконечности и интервал от 6 не включительно до минус бесконечности. Решением системы является пересечение решений каждого из неравенств, входящих в данную систему. То есть нас будет интересовать область, в которой все три неравенства имеют пересечение. И такая область здесь есть. Это область от 5 включительно до 6 не включительно. Именно это множество и является решением системы. Отдельно рассмотрим еще один вид линейных неравенств. Речь пойдет о двойных неравенствах. Двойными называются неравенства, которые содержат два знака неравенства одновременно. При решении двойных неравенств получают систему линейных неравенств. При этом первое неравенство системы включает в себя выражение до второго знака неравенства, а второе неравенство системы включает в себя выражение от первого знака неравенства до конца выражения. Рассмотрим пример. В данном случае первым неравенством системы будет следующее. 2х плюс 6 строго меньше 4х плюс 2. А вот второе неравенство состоит из 4х плюс 2 меньше или равно 3х плюс 9. Далее мы пользуемся той же самой методикой, то есть группируем неизвестные в левой части, числа в правой. При этом перенося иксы и числа из одной стороны в другую, обязательно меняем знаки перед числовыми коэффициентами. После приведения подобных, первое неравенство минус 2х строго меньше минус 4. Второе неравенство х меньше или равно 7. Нам необходимо первое неравенство поделить на коэффициент перед x. Это число минус 2. Так как это число отрицательное, то знак неравенства будет меняться на противоположное. Мы получили систему x строго больше 2 и x меньше или равно 7. Двойку размещают левее, эта точка проколота, то есть не закрашена. 7 размещают правее, и эта точка закрашена, так как знак неравенства не строгий. Обозначив указанные области, мы видим, что решением является множество от 2 не включительно до 7 включительно. Прежде всего, необходимо сделать акцент на том, что все алгебраические уравнения и неравенства, степень которых выше единицы, всегда решаются методом разложения многочленов на множители. Говоря о квадратных уравнениях, необходимо заметить,
что данный тип уравнений является наиболее популярным. Причем мы не просто встречаем задания, где нам необходимо решить квадратное уравнение. Чаще всего мы сталкиваемся с другими заданиями, которые сводятся в итоге к решению квадратных уравнений. Так же, как и в предыдущих случаях, давайте рассмотрим общий вид квадратного уравнения. Квадратное уравнение – это уравнение, которое содержит переменную во второй степени, то есть в квадрате. Общий вид уравнения ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. При этом a, b, c – это числовые коэффициенты. Стоит также отметить, что коэффициент a не должен быть равен нулю. В противном случае мы не будем иметь с вами квадратного уравнения. Коэффициент a называется старшим коэффициентом, b называют коэффициентом перед переменной, c – это свободный член. Полным квадратным уравнением называется такое уравнение, все коэффициенты которого не равны нулю. Неполным квадратным уравнением называются такие уравнения, в которых хотя бы один из коэффициентов равен нулю, кроме старшего коэффициента. Для уравнений высших степеней также вводится понятие приведенных уравнений. В данном случае приведенным квадратным уравнением называется уравнение, старший коэффициент которого равен единице. И, как правило, оно записывается в виде x квадрат плюс px плюс q равно нулю. При этом, для того, чтобы из общего вида квадратного уравнения получить приведенное, достаточно поделить все уравнение на коэффициент перед x квадрат, то есть на старший коэффициент. В этом случае мы получаем, что p – это b, поделенное на a, q – это c, поделенное на a. Существует более десятка различных методов решения квадратных уравнений. В данном курсе мы рассмотрим несколько из них. Первый способ основан на методе разложения квадратного трехчлена с помощью группировки. Данную методику мы рассматривали с вами в первой лекции, посвященной алгебре. Поэтому в данном случае на этот метод рассмотрим всего один пример. У нас есть квадратный трехчлен x квадрат минус 5x плюс 6. Мы можем представить минус 5x как сумму минус 2x минус 3x. Создадим две группы. В первую группу разместим x квадрат минус 2x, во вторую группу минус 3x плюс 6. В первой группе мы можем вынести общий множитель x, во второй группе выносим общий множитель минус 3. В этом случае мы получили общую скобку, это скобка x минус 2. Вынося эту общую скобку, мы получаем разложение x минус 2 умноженное на x минус 3. Так как произведение равно нулю, это означает, что каждый сомножитель равен нулю по отдельности. В данном случае мы находим с вами два корня данного уравнения. Это x равное 2 и x равное 3. Важно отметить, что если корни уравнения не являются целыми, то найти группировку представляется достаточно сложно. Второй способ основан на разложении квадратного трехчлена методом выделения полных квадратов. Эту методику мы также рассматривали с вами в первой лекции. Сразу заметим, что данная методика позволяет нам находить не только целые или дробные решения, но и иррациональные в том числе. Именно поэтому данная методика является наиболее универсальной при решении квадратных уравнений. В данном случае начнем с того, что представим минус 12х как минус 2 умноженное на 6 и умноженное на х. Видно, для того, чтобы получить формулу квадрат разности, нам необходимо иметь 6 в квадрате. Поэтому мы прибавляем 36 и вычитаем 36 в левой части уравнения. Теперь первые три слагаемые представляют из себя формулу квадрат разности х минус 6 в квадрате. При этом 20 минус 36 дают нам минус 16, а минус 16 это минус 4 в квадрате. Мы получили с вами разность квадратов, которая раскрывается в виде произведения двух скобок. В первой скобке мы получаем х минус 6 минус 4, во второй скобке х минус 6 плюс 4. Далее достаточно приравнять к нулю каждую скобку в отдельности. В первом случае мы находим корень х равно 10, во втором случае х равно 2. Рассмотрим еще один пример, в котором корни будут иррациональными. Представим шестерку как 2 умноженное на 3 и на х. Для того, чтобы получить формулу квадрат разности, необходимо иметь тройку в квадрате. Поэтому в левой части мы добавим 9 и вычтем девятку. Тогда первые три слагаемые дают нам формулу х минус 3 в квадрате, а вот минус 9 плюс 4 дают нам 5. Для того, чтобы получить разность квадратов, представим 5 как корень из 5 в квадрате. Раскроем формулу разность квадратов. В первой скобке мы получаем х минус 3 минус корень из 5, во второй скобке х минус 3 плюс корень из 5. Приравняв каждую скобку в отдельности к нулю, мы находим с вами два корня. Первый это 3 минус корень из 5, второй это 3 плюс корень из 5. Мы еще раз убедились, что данная методика позволяет нам решать квадратные уравнения с любыми корнями, то есть в том числе и иррациональными. Следующий способ решения квадратных уравнений является наиболее популярным. Это решение квадратных уравнений через дискриминант. Напомним, что в первой лекции, посвященной алгебре, мы с помощью метода выделения полных квадратов вывели формулу для дискриминанта и корней квадратного уравнения. Вот эти формулы. Формула дискриминанта это b квадрат минус 4ac,
Формула для корней квадратного уравнения — это минус b плюс-минус корень из дискриминанта, поделенное на 2а. Давайте познакомимся с таблицей, в которой указаны условия нахождения корней квадратного уравнения. Итак, в первом столбце, если дискриминант строго больше нуля, то это означает, что мы будем иметь с вами два различных корня. Во втором столбце указано, что если дискриминант равен нулю, то мы будем получать с вами два одинаковых корня. При этом определять их можно следующим образом. Это минус b, поделенное на 2а. Ну и наконец, в случае, если дискриминант строго меньше нуля, то у данного квадратного уравнения нет вещественных корней. Данная методика, как и предыдущая, также является универсальной. И она наиболее популярна в использовании школьниками. Теперь перейдем к практической части. Разберем решение квадратных уравнений с помощью дискриминанта. В данном уравнении давайте выпишем числовые коэффициенты. Коэффициент перед x квадрат, то есть а, равно 2. Коэффициент перед x это минус 3. Свободный коэффициент равен минус 2. Теперь подставим найденные значения в формулу для дискриминанта. Это минус 3 в квадрате, минус 4 умноженное на 2 и умноженное на минус 2. В результате мы получаем 9 плюс 16, то есть 25, а это 5 в квадрате. Как правило, при вычислении дискриминанта абитуриенты допускают очень много ошибок в знаках. Поэтому при решении квадратных уравнений нужно быть предельно внимательным при соблюдении правил знаков. Теперь, имея дискриминант, давайте составим формулы для корней квадратного уравнения. Итак, в формуле вначале стоит знак минус. Затем мы подставляем b, при этом b является отрицательным числом, то есть это минус 3. Затем мы пишем плюс-минус квадратный корень из 5 в квадрате. И делится это все на 2 умноженное на а, где а тоже равно 2. Минус на минус дает нам плюс. Мы получаем с вами в числителе 3 плюс минус 5, а в знаменателе 4. Далее ищем оба корня. В первом случае 3 плюс 5 это 8, поделенное на 4 мы получаем корень равный 2. 3 минус 5 дает нам минус 2. Минус 2 поделенное на 4 дает нам корень минус 0,5. Как и в предыдущем случае, давайте выпишем числовые коэффициенты. Старший коэффициент равен единице, коэффициент перед x равен 6, свободный коэффициент равен 9. Подставим найденные числа в формулу для дискриминанта. Мы получаем выражение 36 минус 36, то есть дискриминант равен нулю. Теперь выпишем формулу для нахождения корней. Что мы видим? Это выражение минус 6 плюс минус 0 поделенное на 2. Как вы понимаете, нет разницы. Будете вы 0 прибавлять или вычитать, исходное число останется прежним. То есть оба корня окажутся равными. И это будет корень минус 6 поделенное на 2, то есть минус 3. В данном уравнении мы тоже начнем с того, что выпишем числовые коэффициенты. Старший коэффициент равен единице, коэффициент перед x 4, свободный коэффициент 10. Подставив найденные числа в дискриминант, мы получаем минус 24, то есть дискриминант оказался отрицательным. Это означает, что данное квадратное уравнение не имеет вещественных корней. Еще одним популярным методом, который используется при решении квадратных уравнений, является теорема Виета. Теорема Виета утверждает, что сумма корней квадратного уравнения равна минус b на а их произведение c на а. В данном случае мы записали теорему для уравнения в общем виде. Как правило, в школе мы записываем теорему Виета для приведенного квадратного уравнения. То есть для уравнения вида x квадрат плюс px плюс q. В этом случае сумма корней равна минус p, а произведение корней равно q. Давайте рассмотрим два доказательства теоремы Виета. Для этого давайте для приведенного квадратного уравнения определим значение дискриминанта. Это p квадрат минус 4q. Тогда корни уравнения имеют вид минус p плюс корень из дискриминанта, поделенное на 2, и минус p минус корень из дискриминанта, поделенное на 2. Теперь давайте посмотрим, чему будет равна сумма корней квадратного уравнения. Видно, что корень из дискриминанта сокращается. Минус p дают нам минус 2p. Сократив двойки, мы получаем, что сумма корней равна минус p. Теперь найдем произведение корней. В числителе в обоих скобках мы можем вынести с вами знак минус. Тогда получим произведение p минус корень из дискриминанта и p плюс корень из дискриминанта. Как вы понимаете, это формула разность квадратов, которая будет преобразована следующим образом. Это p квадрат минус d. Теперь вместо дискриминанта мы подставим с вами p в квадрате минус 4q. p в квадрате сократится, и в числителе у нас остается 4q. Сократив четверки, мы получаем, что произведение корней равно q. Теперь докажем обратно. То есть мы знаем, что минус p равно сумме корней. Следовательно, p будет равно минус x1 минус x2. Давайте подставим в исходное квадратное уравнение вместо p минус x1 минус x2, вместо q произведение x1 и x2. Раскроем скобки и создадим две группы. В
первой группе будет х квадрат минус х умноженное на х1. Во второй скобке минус х умноженное на х2 плюс х1 умноженное на х2. В первой группе выносим х, во второй группе выносим х2. Мы получили общую скобку х минус х1. Вынося ее, мы получаем разложение х минус х1 и х минус х2. Приравняв каждую скобку по отдельности к нулю, мы находим корни х равно х1 и х равно х2. А это означает, что теорема доказана. Ну и возникает следующий вопрос. А как можно использовать теорему Виета для решения квадратных уравнений? На самом деле решение квадратных уравнений с использованием теоремы Виета сводится к подбору целых чисел, сумма которых будет давать значение минус p, а произведение которых будет давать значение q. У нас есть квадратное уравнение х квадрат минус 7х плюс 6. Мы можем подобрать два числа так, чтобы их сумма была равна 7, а произведение было равно 6. Единственный подходящий вариант – это числа 1 и 6. Их сумма будет равна 7, а произведение будет равно 6. Обратите внимание, в процессе перебора мы сразу брали число 7 с противоположным знаком. То есть не минус 7, а плюс 7. Вот еще один пример. У нас есть уравнение х квадрат плюс 5х плюс 6. Нам необходимо подобрать такие два числа, чтобы их сумма была равна минус 5, а произведение было равно 6. И единственный вариант, который вы сможете найти, это числа минус 2 и минус 3. Их сумма будет равна минус 5, а произведение минус 2 на минус 3 будет давать нам 6. Сделаем два замечания. Первое. Если корни уравнения представляют из себя дроби или иррациональные числа, то теорема Виета будет нерациональным способом решения. И второе важное замечание. Мы не рекомендуем решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета, потому что подбор всегда таит в себе потенциальные ошибки, которые вы можете допустить. Отдельно остановимся на частных случаях квадратных уравнений. А именно, речь пойдет о неполных квадратных уравнениях. Неполные квадратные уравнения могут быть решены любым из универсальных методов. Однако для каждого из этих видов уравнений существуют частные методы решения. Итак, первый вид неполных квадратных уравнений. Это неполные квадратные уравнения, у которых коэффициент b и c равны нулю. В этом случае вы получаете уравнение ax квадрат равно нулю. Как вы понимаете, данное уравнение имеет только один корень – x равное нулю. Если коэффициент b равен нулю, но при этом коэффициент c не равен нулю, мы получаем квадратное уравнение ax квадрат плюс c. И вот тут возможны два варианта. Если выражение минус c, поделенное на a, больше нуля, то мы сможем найти с вами два корня квадратного уравнения. Но если минус c, поделенное на a, число отрицательное, то вещественных корней в данном уравнении не будет. Ну и наконец еще один. Третий вид неполных квадратных уравнений. Это уравнения, в которых коэффициент b не равен нулю, а коэффициент c равен нулю. Мы получаем уравнение вида ax квадрат плюс bx. Это уравнение всегда имеет два различных корня. Достаточно вынести x за скобки, и первый корень, который вы найдете, будет равен нулю. Ну а второй корень будет равен минус b, поделенное на a. Рассмотрим два примера. У нас есть уравнение х квадрат минус 4. В данном случае вы можете переносить четверку вправо и дальше извлекать корень из обеих частей равенства. Но, как правило, здесь абитуриенты допускают множество ошибок. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы в данном случае вы использовали формулу разность квадратов. То есть четверку мы можем представить как 2 в квадрате. Вы получаете две скобки x минус 2 и x плюс 2. Откуда видно, что данное уравнение имеет два корня минус 2 и 2. В данном уравнении достаточно вынести x за знак скобки. Мы получаем произведение x, умноженное на скобку x плюс 4. Так как произведение равно нулю, то каждый сомножитель этого произведения может быть равен нулю. Отсюда мы получаем два корня. Или x равен нулю, или x равен минус 4. Все уравнения, старшая степень которых больше 2, принято называть уравнениями высших степеней. В основе решения всех уравнений неравенств высших степеней лежит методика, основанная на разложении многочленов на множители. При этом наиболее универсальным методом разложения на множитель является группировка. В некоторых случаях уравнения неравенства высших степеней можно упрощать с помощью введения определенных замен. В этом и в нескольких следующих разделах мы рассмотрим с вами основные виды уравнений высших степеней и методы, с помощью которых мы можем их решать. Начнем мы с кубических уравнений, и методы, с помощью которых их можно решать, зависят от того, какой вид кубического уравнения нам задан. Поэтому для начала мы рассмотрим несколько частных видов кубических уравнений. Первый вид частных кубических уравнений – это кубический двухчлен ax в кубе плюс b равно нулю. Данный вид уравнения решается разложением по формуле суммы или разности кубов.
Для этого числовые коэффициенты представляют в виде кубов. Если точных кубов для данных коэффициентов нету, то их располагают под кубическими корнями, возведенными в куб. В результате разложения формулы суммы или разности кубов во второй скобке мы имеем с вами неполный квадрат суммы или неполный квадрат разности. А мы помним с вами, что данные выражения не имеют вещественных корней. Поэтому такие кубические уравнения будут иметь единственный вещественный корень, который можно записать как минус кубический корень из b, поделенное на a. Например, у нас есть уравнение 8х куб плюс 27 равно 0. Мы можем представить это в виде суммы кубов. 2х в кубе плюс 3 в кубе. Используя формулу сокращенного умножения суммы кубов, мы получаем две скобки. Вторая скобка не дает нам вещественных корней, а вот первая дает нам единственный корень – минус 1,5. Следующий пример. 2х в кубе минус 7. В данном случае мы не можем найти точные кубы для двойки и для семерки. Поэтому представим это в следующем виде. Кубический корень из 2 умноженное на х, возведенное в куб, минус кубический корень из 7, возведенный в куб. Раскладываем разность кубов. Во второй скобке мы имеем неполный квадрат суммы, который не дает вещественных корней. Вот первая скобка даст нам единственный вещественный корень. Это кубический корень из 7, поделенный на кубический корень из 2. Следующий вид кубических уравнений называется однородными кубическими уравнениями. В общем виде однородными уравнениями принято называть такие уравнения, у которых свободный коэффициент равен нулю. То есть он по сути дела отсутствует. В нашем случае кубическое уравнение имеет вид ax в кубе плюс bx в квадрате плюс cx равно нулю. Однородные уравнения всегда имеют как минимум один корень. И этот корень всегда равен нулю. Это легко заметить, так как мы в данном случае можем вынести x за знак скобки. А выражение, которое мы получим в скобках, будет являться квадратным трехчленом. То есть, по сути дела, решение таких уравнений сводится к тому, что мы сразу находим первый корень равно нулю, а затем решаем полученное квадратное уравнение. У нас есть уравнение x в кубе минус 5х в квадрате плюс 6х. Выносим их за знак скобки и в скобках получаем квадратное уравнение x квадрат минус 5х минус 6. Первый корень это x равное нулю, а далее мы можем решить полученное квадратное уравнение через дискриминант. Для этого выпишем коэффициенты a равно единице, b равно минус 5, c равно минус 6. Подставив данные числа в формулу для дискриминанта, мы получаем, что дискриминант равен 49, а это 7 в квадрате. Далее находим корни квадратного уравнения. Это 5 плюс минус 7 пополам. То есть один корень равен 6, второй корень равен минус единице. Таким образом, кубическое уравнение имеет три корня. Минус 1, 0 и 6. Еще одним частным видом кубических уравнений являются так называемые возвратные или симметрические кубические уравнения. На слайде вы видите общий вид таких уравнений. На что нужно обратить внимание? Что коэффициенты являются симметричными. То есть первые и последние числовые коэффициенты совпадают, равно как второй и предпоследний также совпадают. При их решении используют группировку по одинаковым числовым коэффициентам. То есть первый и четвертый с общим коэффициентом объединяют в одну группу, а второй и третий объединяют во вторую. В первой группе выносят коэффициент А, во второй коэффициент Б. При этом в первой скобке мы имеем с вами сумму кубов, которую можно разложить на две скобки, одна из которых это х плюс 1. Ну и далее необходимо вынести х плюс 1 за общую скобку, и мы получаем с вами разложение. Рассмотрим пример. 2х в кубе минус 5х в квадрате минус 5х плюс 2. Итак, первое и четвертое слагаемое мы размещаем в первой группе, второе и третье во второй. В первой группе мы вынесем 2, во второй группе минус 5х. В первой группе мы имеем с вами выражение х в кубе плюс 1. Его можно разложить по формуле сумма кубов. А это две скобки х плюс 1 и скобка х квадрат минус х плюс 1. Мы получили общий множитель х плюс 1. Вынося его за знак скобки, приведем подобные. В результате получаем х плюс 1 умноженное на скобку 2х квадрат минус 7х плюс 2. Так как произведение равно нулю, то или первый, или второй сомножитель этого произведения равны нулю. Приравняв первую скобку нулю, мы находим первый корень х равно минус единице. Приравняв второй сомножитель нулю, мы получаем с вами квадратное уравнение, коэффициенты которого 2 минус 7, 2. Дискриминант в этом случае равен 33. При этом 33 не является точным квадратом. Поэтому в данном случае оба корня будут иррациональны. И они будут представлены в виде 7 плюс-минус корень из 33, поделенное на 4. Еще одним частным видом кубических уравнений являются кубические уравнения, которые достаточно легко сгруппировать. При этом они не являются так называемыми возвратными. Например, у нас есть кубическое уравнение х в кубе минус 2х в квадрате минус х плюс 2. Видно, что в данном случае мы можем создать две группы.
В первой группе вынесем x в квадрате, во второй минус единица. Тогда мы получаем общий множитель x минус 2. Вынося его за скобку, мы получаем второй сомножитель x квадрат минус 1. А это разность квадратов, которую можно разложить также в две скобки. Мы получили произведение из трех скобок. А это означает, что каждый из сомножителей может быть равен нулю. Таким образом мы получаем три корня. Минус 1, 1 и 2. Ну и наконец перейдем к кубическим уравнениям общего вида. В первой лекции, посвященной алгебре, мы рассматривали с вами методику разложения, в частности кубических многочленов, используя теорему Безу и деление многочленов. Поэтому в данном разделе мы сразу перейдем к разбору методики решения. Как правило, кубическое уравнение общего вида необходимо сделать приведенным, то есть поделить на старший коэффициент. Ну а далее мы переходим к общему алгоритму. Первый этап. Находим делители свободного члена приведенного кубического уравнения. На втором этапе мы ищем первый тривиальный корень уравнения. Делаем это подстановкой, подставляя делители со знаком плюс или минус вместо x. Производим это до того момента, пока наше равенство не станет справедливым. На третьем этапе, когда мы уже нашли тривиальный корень, мы производим деление кубического многочлена на выражение вида x минус x1, где x1 это найденный на втором этапе тривиальный корень. Важно при этом помнить, что деление должно быть без остатка. Если остаток от деления не нулевой, то это означает, что либо вы неверно определили тривиальный корень, либо в процессе деления допустили арифметическую ошибку в вычислениях. Наконец, на четвертом этапе результатом деления мы получаем квадратный трехчлен. Поэтому на данном этапе достаточно решить квадратное уравнение одним из способов, которые мы разобрали ранее, и найти еще два корня. У нас есть уравнение x в кубе минус 6x в квадрате плюс 11x минус 6. Свободным членом является число 6. Его делители это плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3 и плюс-минус 6. То есть, как минимум одно из перечисленных чисел будет являться тривиальным корнем уравнения. Давайте подставим вместо x, например, единицу. Видно, что в этом случае мы получаем тождество. 0 равно 0. Это означает, что единица является тривиальным корнем данного уравнения. Следовательно, все, что нам необходимо сделать, это поделить кубический многочлен на выражение x минус 1. Запишем в частном x в квадрате. Умножим x в квадрате на x минус 1. Получим x в кубе минус x в квадрате. После вычитания у нас остается минус 5x квадрат плюс 11x минус 6. Для того, чтобы избавиться от минус 5x в квадрате, необходимо умножить x минус 1 на минус 5x. В этом случае мы получаем минус 5x квадрат плюс 5x. После вычитания у нас остается 6x минус 6. Ну и для того, чтобы избавиться от 6x, необходимо умножить x минус 1 на плюс 6. После вычитания мы получаем остаток равный нулю. Таким образом, в частном мы получили с вами квадратный трехчлен. Приравняв его нулю, мы можем найти с вами еще два корня. Коэффициенты квадратного трехчлена 1, минус 5, 6. После вычисления дискриминанта мы получаем единицу. Ну и следовательно корни данного уравнения это 5 плюс 1 поделенное на 2 и 5 минус 1 поделенное на 2. То есть 3 и 2. Таким образом мы нашли с вами три корня кубического уравнения. 1, 2 и 3. Нередко тривиальным корнем является единица. И для проверки этого достаточно сложить все коэффициенты уравнения. Если эта сумма равна нулю, то можно переходить к делению многочленов. Не всегда кубическое уравнение может иметь целый тривиальный корень. Случается так, что уравнение может иметь один или несколько рациональных корней. При этом всегда старший коэффициент будет не равен единице. Например, нам задано уравнение 24х куб минус 18х квадрат минус 23х минус 6. Так вот, для поиска тривиального корня необходимо не только найти делители числа 6, но и делители числа 24. И тогда возможный многочлен, на который поделится данное уравнение, без остатка, имеет вид ax минус b, где b это делители шестерки, а вот a это делители числа 24. Таким образом, количество потенциальных делителей кубического многочлена становится достаточно много. Вот примеры таких многочленов. То есть в данном случае нам необходимо проверить 32 потенциальных корня уравнения. Как вы понимаете, возникает существенная сложность с поиском тривиального корня. По сути, называть его тривиальным в этом случае уже не приходится. Но все же найти его можно. И в данном случае таковым будет двучлен 2х минус 3. В результате деления кубического многочлена на двучлен 2х минус 3 мы получим трехчлен 12х в квадрате плюс 9х плюс 2. То есть вещественный корень этого уравнения только один, это 1,5. Иногда в рамках факультативных занятий в школе предлагается изучить схему Гордона, которая позволяет более быстро перебрать все потенциальные корни кубического уравнения. Однако данный метод является механистическим,
и мы не являемся его сторонниками. К тому же метод является не очень простым, и абитуриенты очень часто забывают его или допускают в нем существенные ошибки. Именно поэтому в данной лекции мы не будем рассматривать схему Горнера. Кроме того, существует еще один универсальный метод решения кубических уравнений. Он основан на формулах Кардана. При этом данный метод позволяет нам находить не только рациональные, но и иррациональные решения данного уравнения. Однако формулы Кардана, во-первых, не очень просты, во-вторых, как правило, в процессе использования этих формул мы должны с вами осуществлять операции с комплексными числами. И ввиду этого мы также не будем отвлекаться на изучение метода, основанного на формулах Кардана. Но сделаем небольшую ремарку. Дело в том, что любые кубические уравнения, которые обычно даются ребятам в школьной программе, в том числе и в рамках олимпиад, имеют как минимум один тривиальный корень. То есть ранее рассмотренная методика позволит нам в любом случае решить такой вид уравнений. Перейдем еще к одному виду уравнений высших степеней. Речь пойдет о биквадратных уравнениях. Эти уравнения занимают особое место в школьной программе и решаются с помощью замены. Вообще строго биквадратными называются уравнения вида ax4 плюс bx квадрат плюс c равно нулю. Иначе говоря, биквадратный означает дважды квадратный. Однако нас будет интересовать обобщение этого вида уравнений, имеющее следующий вид. ax в степени 2n плюс bx в степени n плюс c равно нулю. При этом методика решения будет заключаться в том, что x в степени n мы будем заменять на y, в результате чего мы будем получать квадратное уравнение ay квадрат плюс by плюс c, решив которое мы будем производить обратную замену и находить корни исходного уравнения. Однако в зависимости от четности или нечетности n будет зависеть и методика нахождения корней. Давайте рассмотрим несколько примеров. У нас есть уравнение x4 минус 5x в квадрате минус 6. Мы производим замену. X в квадрате заменяем на y. Так как на множестве вещественных чисел число, возведенное в четную степень, не может быть отрицательным, то мы сразу можем оговориться, что нас будет интересовать только неотрицательные значения y. То есть y больше либо равно нулю. Произведя замену, мы получаем квадратное уравнение. Y квадрат минус 5y минус 6. Числовые коэффициенты этого уравнения 1, минус 5, минус 6. Подставив эти числа в формулу для дискриминанта, определяем его значение. Это 7 в квадрате. И тогда наши корни y1 и y2 равны 6 и минус единиц. Когда мы делали замену, мы оговорились, что нас будут интересовать только неотрицательные корни. То есть в данном случае минус единица нас не интересует. Поэтому, когда мы будем делать обратную замену, мы будем использовать только один корень, это 6. И обратная замена выглядит следующим образом. X в квадрате равно 6. Далее мы переносим шестерку в левую часть и представляем ее как квадратный корень из 6 в квадрате. В результате получаем формулу разность квадратов. Приравняв каждый сомножитель нулю, мы получаем два корня. Корень из 6 и минус корень из 6. Следующее уравнение. X в шестой степени минус 7х в кубе минус 8. В данном случае мы можем заменить x в кубе на y. Так как показатель степени нечетный, то y может принимать любое значение. То есть нас будет волновать любые вещественные решения для y. После проведения замены мы получаем квадратное уравнение. Y квадрат минус 7y минус 8. Числовые коэффициенты 1, минус 7, минус 8. Вычисляем дискриминант. В данном случае он равен 9 в квадрате. Далее находим корни полученного квадратного уравнения. Это 7 плюс минус 9 пополам. То есть один корень равен 8, другой минус единица. Производим обратную замену. X в кубе равен 8. В данном случае мы можем извлечь кубический корень из левой и из правой частей равенства. И находим первый корень. Это корень равный 2. Далее производим вторую замену. X в кубе равен минус единице. Извлекая кубический корень, мы получаем, что второй корень будет равен минус 1. Таким образом, данное уравнение имеет два вещественных корня, 2 и минус 1. Переходя к рассмотрению других видов уравнений высших степеней, давайте сначала рассмотрим общие методы, с помощью которых мы можем решать такие уравнения. Первый метод – это группировка. Это универсальный метод разложения алгебраических выражений на множитель. А как результат – универсальный метод, с помощью которого мы можем решать уравнения высших степеней. Безусловно, что сам метод требует постоянной тренировки и достаточно сложен в ситуациях, когда уравнение не имеет целых или даже рациональных корней. Второй метод – это деление многочленов. Этот метод также можно отнести к универсальному. Единственная сложность, которая возникает в данном случае, это поиск тривиального корня, на который в некоторых случаях может уходить относительно много времени. Третий метод – это замена переменных. Данная методика применима не во всех случаях. Однако, там, где возможно заменить переменную или одинаковое выражение,
решение уравнения существенно упрощается. Причем, как правило, основная задача при замене переменных заключается в понижении наивысшей степени уравнения. В данном разделе мы рассмотрим несколько различных примеров, в которых покажем эффективные варианты замен. Ну и, наконец, четвертый метод – это обобщенная теорема Виета. Как и в случае с заменой переменных, данная теорема не всегда может быть использована как эффективный метод решения уравнений высших степеней. Однако в некоторых случаях она позволяет оптимизировать решение. Теперь рассмотрим на практике, как мы можем использовать эти методы. В данном случае мы рассмотрим возвратные или симметрические уравнения четвертой степени. Обратите внимание на симметрию числовых коэффициентов. Первый и последний коэффициенты совпадают, равно как второй и четвертый. Решение таких уравнений сводится к двум этапам. На первом этапе мы делим все уравнение на х в квадрате. Затем, после некоторых преобразований, нам необходимо будет произвести замену. И этой замене будет подлежать выражение х плюс-минус единица на х. После проведения такой замены, как правило, мы будем решать квадратное уравнение. Ну а далее необходимо будет производить обратную замену. Итак, рассмотрим возвратное уравнение четвертой степени. Видно, что в данном случае мы имеем симметрию числовых коэффициентов. Первый и последний коэффициенты равны единице, второй и четвертый равны 3. Как вы понимаете, в данном случае х равное нулю не может быть решением данного уравнения. Потому что если вы подставите вместо х 0, то получите несправедливое равенство. Поэтому мы можем с вами поделить данное уравнение на х в квадрате, но безусловно оговорившись, что х не равен нулю. После деления мы получаем выражение х в квадрате плюс 3х минус 2 плюс 3 поделенное на х плюс единица поделенное на х в квадрате. Давайте выделим две группы. В первой группе у нас будет х квадрат плюс единица поделенное на х в квадрате. А во второй группе мы вынесем тройку и запишем выражение х плюс единица на х. Теперь в первой группе нам необходимо выделить полный квадрат. Для того, чтобы это сделать, достаточно добавить двойку в эту скобку. Поэтому мы добавляем в данную скобку двойку, а за скобками пишем минус 2. Выражение, которое мы имеем в скобках, представляет из себя квадрат суммы. При этом используется известное вам свойство, что произведение взаимно обратных чисел равно единице. То есть произведение х и единица, поделенное на х, всегда будет равно единице. Именно поэтому данный трехчлен представляет из себя формулу квадрат суммы, то есть х плюс единица на х в квадрате. Теперь мы вводим замену. Х плюс единицу на х мы заменяем на y. В результате получаем квадратное уравнение. y квадрат плюс 3y минус 4. Коэффициенты этого уравнения 1, 3 и минус 4. Дискриминант будет иметь значение 5 в квадрате. Ну а корни данного уравнения это единица и минус 4. Теперь нам необходимо произвести обратную замену. Х плюс единица на х равно единице. В данном случае мы также можем умножить все уравнение на х, так как х не равен нулю. В результате получаем квадратное уравнение. Х квадрат минус х плюс 1. Коэффициенты данного уравнения 1, минус 1, 1. При вычислении дискриминанта мы видим, что получается отрицательное число. А это означает, что вещественных корней у данного уравнения нет. Произведем еще одну обратную замену. Х плюс единица на х равно минус 4. Так как х не равен нулю, также умножим обе части равенства на х. Получаем квадратное уравнение х квадрат плюс 4х плюс 1. Дискриминант будет равен 12. И его можно представить как 2 корня из 3, возведенное в квадрат. Далее мы вычисляем корни. Это 4 плюс-минус 2 корня из 3, поделенное пополам. Мы можем вынести в числителе двойку, сократить ее знаменателем, и тогда находим 2 корня. Рассмотрим еще один вид уравнений высших степеней. Это уравнение вида ax квадрат плюс bx плюс c1, ax квадрат плюс bx плюс c2, и все это равно некоторому числу a. В данном виде уравнений производится замена. Мы заменяем с вами ax квадрат плюс bx на некоторую новую переменную y. В данном примере видно, что мы можем произвести замену x квадрат плюс x заменить на y. Эта замена позволяет нам понизить степень данного уравнения с 4 до 2. Раскрыв скобки и приведя подобное, мы получаем квадратное уравнение y квадрат минус 5y минус 6. Дискриминант в этом случае равен 7 в квадрате, а корни, которые мы находим, это 6 и минус 1. Ну и теперь необходимо произвести обратную замену. X квадрат плюс x равно 6 и x квадрат плюс x равно минус 1. В первом уравнении дискриминант равен 5 в квадрате, и мы получаем 2 корня. Это 2 и минус 3. А вот во втором уравнении дискриминант будет отрицательным. Это число минус 3. И это означает, что это уравнение не имеет вещественных корней. Следовательно, исходное уравнение имело всего 2 вещественных корня. 2 и минус 3.
В данном виде уравнения коэффициенты перед х квадрат и свободные коэффициенты совпадают, а вот коэффициенты перед х разные. И методика решения здесь заключается в том, что мы будем делить обе части уравнения на х квадрате, а затем делать замену, которую мы уже использовали. То есть заменять будем сумму или разность взаимно обратных выражений, в результате чего будем получать квадратное уравнение, ну а затем производить обратную замену. В данном случае вы видите, что коэффициенты перед х квадрат равны единице, то есть они совпадают, и свободные коэффициенты также совпадают, и они равны 3. Делим обе части уравнения на х квадрате. Причем с левой стороны х в квадрате представляется в виде произведения х на х. То есть первую скобку мы делим на х, и вторую скобку мы также делим на х. Ну а х квадрат в правой части просто сокращается. При этом важно помнить, что мы обязательно должны указать, что х не равен нулю. Теперь в скобках вы видите, что мы получили выражение х плюс 3 поделенное на х, которое можно заменить на y. Таким образом мы получаем выражение y минус 2 умноженное на y минус 3 и равно 12. Раскрыв скобки и перенеся 12 в левую часть, мы получаем квадратное уравнение, коэффициентами которого являются 1, минус 5 и минус 6. Дискриминант в этом случае равен 7, и мы находим два корня, это 6 и минус 1. Далее производим замену. Х плюс 3 поделенное на х равно 6. Так как х не равен нулю, мы можем умножить обе части на х. Получаем квадратное уравнение х квадрат минус 6х плюс 3. Дискриминант в данном случае равен 24, и мы можем представить его как 2 корня из 6 в квадрате. Тогда корни будут представлены как 6 плюс-минус 2 корня из 6 поделенное пополам. Сократив все на 2, мы получаем 2 корня. Это 3 плюс корень из 6 и 3 минус корень из 6. Теперь произведем обратную замену для второго корня, то есть для минус единицы. Мы получим квадратное уравнение х квадрат плюс х плюс 3. И дискриминант в данном случае отрицательный, то есть вещественных корней в этом уравнении у нас нет. Еще один стандартный вид уравнения четвертой степени. В данном случае предлагается делать замену. Х плюс а плюс х плюс b поделенное пополам заменяют на y. Давайте рассмотрим эту замену в примере. То есть в данном случае мы заменяем с вами х плюс 3 плюс х плюс 5 поделенное пополам на y. Приведя подобное и поделив на 2, мы получаем, что замене подлежит выражение х плюс 4. Иначе говоря, мы можем выразить х, и это будет y минус 4. Давайте произведем эту замену, то есть подставим вместо х y минус 4. Тогда выражения в скобках будут сопряженными. Это y минус 1 в четвертой степени и y плюс 1 в четвертой степени. Далее нам придется раскрыть скобки. То есть каждую скобку в четвертой степени мы представим как произведение двух скобок в квадрате. В каждой скобке мы раскрываем квадрат разности или квадрат суммы. После раскрытия всех скобок мы начинаем приводить подобные, в результате чего мы получаем биквадратное уравнение. В данном случае это y в четвертой плюс 6y квадрат. Y в квадрате можно вынести за знак скобки. Мы получаем произведение y квадрат плюс y квадрат плюс 6. В данном случае видно, что в скобках мы имеем сумму квадратов, которая на множестве вещественных чисел не раскладывается, то есть не дает нам вещественных корней. Следовательно, единственным решением является y равно нулю. Ну и далее необходимо произвести обратную замену. В данном случае x будет равен минус 4. Рассмотрим еще несколько нестандартных видов уравнений высших степеней. В данном примере наиболее оптимальным вариантом является разложение на множитель. Перенесем выражение, находящееся в правой части, в левую. При этом разложим разность квадратов х квадрат минус 0,16 в виде двух скобок. Это х минус 0,4 и х плюс 0,4. Далее лучше всего поступить следующим образом. Представить число 100 в виде произведения двух пятерок и двух двоек. Тогда в первую и вторую скобки мы можем внести число 5. И тогда получим выражение 5х минус 2 и 5х плюс 2. Еще одну двойку мы можем внести в третью скобку. И тогда получим выражение 2х минус 1. Теперь видно, что у нас есть общие множители. Это скобки 2х минус 1 и 5х минус 2. Вынеся их за скобки, мы получаем в скобках выражение 5х минус 2 минус 2 умноженное на 5х плюс 2. После приведения подобных мы можем приравнять каждую скобку по отдельности к нулю. И в этом случае находим три корня. Это минус 1,2, 0,4 и 0,5. В этом случае мы сталкиваемся с полным уравнением пятой степени. И наиболее оптимальным здесь является нахождение тривиального корня. Как правило, в таких случаях мы проверяем единицу и минус единицу как претендентов на тривиальный корень. При подстановке единицы мы выясняем, что полученное равенство несправедливо. А вот если мы подставим минус единицы, то получаем верное равенство, то есть тождество. А это означает, что минус единица является тривиальным корнем. Следовательно, нам необходимо поделить данный многочлен на выражение х плюс 1.
Для того, чтобы избавиться от 2х в пятой, умножим х плюс 1 на 2х в четвертой. После вычитания нам необходимо избавиться от 3х в четвертой. Для этого умножим х плюс 1 на 3х в кубе. Далее возьмем в частном минус 16х в квадрате. И после вычитания у нас остается 3х квадрат плюс 5х плюс 2. Возьмем по 3х, остается выражение 2х плюс 2. И умножая х плюс 1 на 2, мы получаем остаток равный нулю. Таким образом, в частном мы получили с вами уравнение четвертой степени. Причем это возвратное уравнение. Обратите внимание на симметрию коэффициентов. Первый и последний коэффициенты равны 2, второй и предпоследний равны 3. А это означает, что в данном случае мы можем делить обе части уравнения на х в квадрате. При этом обязательно оговариваемся, что х не равен нулю. После деления мы проведем группировку. В первой скобке мы получим с вами х квадрат плюс единица, поделенная на х в квадрате. Во второй скобке х плюс единица на х. Теперь необходимо выделить полный квадрат в первой скобке. Для этого в этой скобке мы добавим двойку и вычтем ее. В таком случае мы получаем выражение х плюс единица на х в квадрате минус 2. Теперь домножим это на 2 и приведем подобное. Далее мы можем произвести замену. Х плюс единица на х равно y. В результате этой замены мы получаем квадратное уравнение. 2y квадрат плюс 3y минус 20. Коэффициенты этого уравнения 2, 3 и минус 20. Дискриминант будет равен 169, а это 13 в квадрате. И тогда корни будут определяться как минус 3 плюс минус 13, поделенное на 4. То есть мы получили два корня, минус 4 и 2,5. Произведем обратную замену. Х плюс единица на х будет равно 2,5. Умножим обе части на х. Получаем квадратное уравнение. 2х квадрат минус 5х плюс 2. Данное уравнение будет иметь два корня, двойку и 0,5. Произведем еще одну обратную замену. Х плюс единица на х будет равно минус 4. Также умножим обе части на х и получим квадратное уравнение х квадрат плюс 4х плюс 1. Дискриминант данного уравнения равен 12. Это число можно представить как 2 корня из 3 в квадрате. И тогда мы получаем еще два корня. Это минус 2 плюс корень из 3 и минус 2 минус корень из 3. Таким образом, наше уравнение пятой степени имеет 5 вещественных корней. Это минус единица, 0,5, 2, минус 2 плюс корень из 3 и минус 2 минус корень из 3. Ну и в заключение данного раздела разберем обобщенную теорему Виета. Для уравнений высших степеней следующего вида справедлива следующая система. Сумма всех корней равна минус а1 поделенное на а нулевое. Сумма произведений всех комбинаций корней будет равна а2 поделенное на а нулевое и так далее. Ну и последним вариантом мы получаем произведение всех корней. Это минус единица в степени n и ан поделенное на а нулевое. Как вы понимаете, использовать данную теорему для непосредственного решения уравнений высших степеней весьма сложно. Однако при определенных условиях данная теорема помогает нам найти решение конкретных заданий. Например, в данном случае нас просят найти сумму всех корней уравнений. И нам задано кубическое уравнение. Мы знаем, что данное уравнение имеет 3 корня. А следовательно, сумма корней будет определяться следующим образом. Это минус, умноженный на минус 6 и поделенное на 1. То есть на коэффициент перед х в кубе. То есть, как вы понимаете, сумма всех корней данного уравнения равна 6. Если, например, мы возьмем уравнение, которое уже решали, но вопрос в данном случае будет звучать следующим образом, что нам необходимо найти произведение всех корней уравнения, то наиболее оптимальным будет использование именно теоремы Виета. В данном случае мы получим минус единицу в пятой степени, а далее нам необходимо будет просто поделить 2 на 2. И произведение всех корней данного уравнения будет равно минус единице. И тут важно отметить следующее. Проблема может возникнуть в том случае, если вас будут просить найти сумму или произведение всех вещественных корней уравнения. Например, у нас есть уравнение х квадрат минус 2х плюс 6. Если мы воспользуемся теоремой Виета, то сумма корней должна быть равна 2, а их произведение должно быть равно 6. Но если в данной задаче просят найти сумму вещественных корней уравнения, то мы попадем в ловушку. А именно, дело в том, что данное уравнение не имеет вещественных корней. И поэтому мы не сможем найти ни суммы вещественных корней, ни их произведения. Однако мы можем проверить, действительно сумма корней будет ли равна 2, а произведение 6. Для этого нам нужно будет найти комплексное решение данного уравнения. В данном случае это числа 1 плюс корень из 5 i и 1 минус корень из 5 i. Обратите внимание, сумма этих чисел действительно равна 2, а их произведение, если мы воспользуемся с вами формулой разность квадратов, даст нам 6. Таким образом, важно быть внимательными в прочтении условий задачи. Если нас просят найти сумму или произведение
всех корней уравнения, не уточняя каких именно, мы можем пользоваться обобщенной теоремой Виета. Но если нас просят найти сумму всех вещественных корней или произведение всех вещественных корней, данная теорема нам не сможет помочь. В данном разделе мы рассмотрим с вами рациональные уравнения. Рациональными называются уравнения, у которых переменная находится в знаменателе. Общий вид таких уравнений представлен на слайде. Это некоторое выражение от x, поделенное на какое-то другое выражение от x, и все это равно нулю. И это первый вид уравнений, в котором нам необходимо искать область допустимых значений. То есть такие значения x, при которых уравнение имеет смысл. Когда рассматривают функции, обычно говорят об области определения функции. Но в контексте уравнений неравенств мы, как правило, будем использовать понятие области допустимых значений. И коротко это будет называться ОДЗ. Для дробно-рациональных уравнений или неравенств ОДЗ не должно содержать значений переменной, при которых знаменатель будет обращаться в ноль. То есть, если, например, задано уравнение вида f от x, поделенное на φ от x, то необходимо из области допустимых значений исключить все значения x, при которых φ от x обращается в ноль. Теперь рассмотрим общую методику решения рациональных уравнений. Начинается все с самого главного – нахождения области допустимых значений. Затем нам необходимо перенести все выражения в одну сторону уравнения, например, в левую. На третьем этапе мы находим общий знаменатель и приводим все дроби к общему знаменателю. Далее, так как знаменатель не равен нулю, нам достаточно приравнять числитель к нулю и решить полученное алгебраическое уравнение. Последний этап заключается в проверке найденных корней. Нам нужно убедиться, что найденные корни попадают в область допустимых значений. Рассмотрим несколько видов рациональных уравнений. Начнем с области допустимых значений. Мы понимаем, что x не должен быть равен единице. То есть область допустимых значений у нас от минус бесконечности до единицы не включительно и от единицы не включительно до плюс бесконечности. Далее мы можем поступить следующим образом. Либо перенести четверку в левую часть и привести полученные выражения к общему знаменателю. Либо, так как x минус 1 не равно нулю, мы можем умножить обе части на x минус 1. Далее раскрываем скобки. Иксы переносим влево, а числа вправо. Получаем выражение минус 3х равно минус 9. Поделив обе части на минус 3, мы находим корень уравнения. Это x равное 3. Видно, что данное значение x удовлетворяет области допустимых значений. Следовательно, мы можем выписать его в ответ. В этом примере мы также начинаем с нахождения области допустимых значений. В данном случае 5х плюс 7 и 7х плюс 5 не должны быть равны нулю. То есть из области допустимых значений мы должны с вами удалить следующие числа. Это минус 7 пятых и минус 5 седьмых. Так как знаменатели не равны нулю, мы можем с вами умножить обе части уравнения на произведение скобок 5х плюс 7 и 7х плюс 5. Далее наиболее оптимальным является перенести все выражения в левую часть. У нас есть общий множитель, это скобка х плюс 8. Вынесем ее за общий знак скобки. Мы получили с вами разложение на множители относительно нуля. Это значит, что каждая скобка может быть равна нулю. Как результат мы находим два корня. Первый это минус 8, второй это единица. Ну и далее необходимо убедиться в том, что оба корня удовлетворяют области допустимых значений. После чего мы записываем ответ, что х равно минус 8 и единица. Третий пример. Начинаем с ОДЗ. Х минус 4 и х плюс 3 не должны быть равны нулю. Следовательно, мы должны исключить точки 4 и минус 3 из области допустимых значений. Далее мы можем умножить обе части уравнения на произведение скобок х минус 4 и х плюс 3, так как мы знаем, что эти скобки не равны нулю. Раскроем скобки в левой и в правой частях уравнения. Перемножим х квадрат плюс 1 на х плюс 3, х квадрат минус 1 на х минус 4. Ну а в правой части 23 умножим на скобки х минус 4 и х плюс 3. Раскрыв скобки, мы можем перенести все в одну сторону, например, в левую, привести подобные. В результате получаем квадратное уравнение с коэффициентами минус 16, плюс 25 и плюс 275. Далее мы вычисляем дискриминант, и это 18225. А это точный квадрат числа 135. Далее находим корни. Это минус 25 плюс минус 135, поделенное на минус 32. Таким образом у нас два корня. Минус 55 шестнадцатых и 5. Оба корня входят в область допустимых значений, поэтому их можно выписать в ответ. В данном уравнении ОДЗ представляет из себя систему. С одной стороны х не должен быть равен нулю, с другой стороны х квадрат плюс 1 также не должно быть равно нулю. Но мы помним, что сумма квадратов не имеет разложения на множестве вещественных чисел.
А это означает, что х квадрат плюс 1 никогда не может быть не только равно нулю, но и не может быть отрицательным. Следовательно, из области допустимых значений мы извлечем только одну точку. Это точка 0. В данном примере наиболее оптимальным является использование замены переменных. Так как обе дроби представляют из себя взаимно обратные выражения, то если первую дробь мы заменим на y, то вторая будет представлена как единица, поделенная на y. Так как y в данном случае не может быть равен нулю, мы можем с вами умножить обе части уравнения на 2y. Получим квадратное уравнение 2y квадрат минус 5y плюс 2. Коэффициентами этого уравнения являются 2, минус 5 и 2. Дискриминант будет равен 9, это 3 в квадрате. И корни полученного уравнения равны 2 и 0,5. Далее необходимо произвести обратную замену. То есть х квадрат плюс 1 поделенное на х равно 2. Так как х не равен нулю, умножим обе части на х. Перенесем все в левую часть и получим квадратное уравнение. Х квадрат минус 2х плюс 1. Дискриминант в данном случае будет равен нулю. И решением уравнения будет два одинаковых корня. Это единица. Произведем еще одну обратную замену. Х квадрат плюс 1 поделенное на х равно 0,5. В данном случае мы можем умножить обе части уравнения на 2х. И получим уравнение 2х квадрат минус х плюс 2. Дискриминант данного уравнения меньше нуля. Это означает, что данное уравнение не имеет вещественных корней. Таким образом найден только один корень. Это корень равный единице. При этом это число входит в область допустимых значений, следовательно является ответом в данном задании. В следующем примере нам необходимо найти сумму корней уравнения. Начнем с поиска ОДЗ. В знаменателе у нас есть выражение x минус 3, а также произведение x на 3 минус x. То есть мы получаем множество, в котором будут отсутствовать две точки, 0 и 3. Далее мы можем из правой части уравнения перенести дробь в левую, при этом меняя знак. Затем находим общий знаменатель. Это выражение 2х умноженное на скобку 3 минус х. Определяем дополнительные множители. Для первой дроби это 2х, для второй это произведение х на 3 минус х, и для третьей это двойка. Раскроем скобки и приведем подобное. Так как знаменатель не может быть равен нулю, приравняем числитель к нулю. В числителе мы получаем выражение минус х квадрат плюс 7х минус 12. И найдем корни полученного уравнения. Коэффициенты этого уравнения минус 1, плюс 7 и минус 12. Дискриминант в данном случае будет равен единице. А корни будут определяться следующим образом. Это минус 7 плюс минус 1 поделенное на минус 2. То есть мы имеем два корня 3 и 4. И вот теперь видно, что один из корней не удовлетворяет области допустимых значений. Мы нашли корень равный 3, однако при этом значении знаменатель будет обращаться в 0. То есть данное уравнение имеет всего один корень. Это корень равный 4. Обратите внимание на провокационный вопрос задания. Вас просят найти сумму корней уравнения. И если вы не ищете область допустимых значений, то, как правило, после решения уравнения вы пытаетесь сложить два найденных корня, то есть 3 и 4, и написать в ответе 7. В то время как тройка не является решением данного уравнения, так как не входит в область допустимых значений. И поэтому, несмотря на то, что нас просят найти сумму корней уравнения, в ответе мы запишем только четверку. В следующем примере нас также просят найти сумму корней уравнений. Как и в предыдущих случаях, мы начинаем с области допустимых значений. Нам необходимо решить квадратное уравнение для того, чтобы найти корни, которые необходимо исключить из области допустимых значений. Коэффициентами этого уравнения являются минус единица, минус 3 и плюс 2. Дискриминант будет равен 17. Точного квадрата у этого числа нет. Поэтому корни, которые мы получим, будут записаны следующим образом. Это 3 плюс корень из 17, поделенное на минус 2. И 3 минус корень из 17, поделенное на минус 2. Оба данных значения мы должны исключить из области допустимых значений. Теперь вернемся к самому уравнению. Наиболее оптимальным является вынесение знака минуса в знаменателе дроби. Вынесем минус перед дробью. То есть вместо плюса мы получим знак минус перед дробью. Тогда в знаменателе мы имеем выражение х квадрат плюс 3х минус 2. Дальше мы можем поступить следующим образом. Вычтем минус 2 в левой и в правой части уравнения. Теперь видно, что у нас есть одинаковое выражение х квадрат плюс 3х минус 2. И мы можем с вами произвести замену переменных. Заменим х квадрат плюс 3х минус 2 на y. В таком случае мы получим уравнение y минус 6 поделенное на y равно минус 1. Так как указанная замена не может быть равна нулю, мы можем умножить обе части уравнения на y. И получим квадратное уравнение y квадрат плюс y минус 6. Дискриминант в данном случае будет равен 25, это 5 в квадрате, а корни равны 2 и минус 3. Ну и далее необходимо произвести обратную замену. То есть х квадрат плюс 3х минус 2. Сначала мы приравниваем к 2, а затем минус 3.
первом случае мы получаем квадратное уравнение x квадрат плюс 3x минус 4. Во втором случае мы получаем уравнение x квадрат плюс 3x плюс 1. Вспомним условия задания. Нас просили найти сумму корней уравнений. В данном случае мы можем не решать оба данных квадратных уравнения, а воспользоваться теоремой Виета. Для первого уравнения сумма корней будет равна минус 3. Равно как и для второго уравнения сумма корней также равна минус 3. Следовательно, сумма всех корней будет равна минус 6.